Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, уважаемые господа. Рад вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре эзотерической школы Кайлас. Давайте быстро напишем, видно, слышно. Юра Кинзера. Андрей Андреевич, добрый вечер. Всем здравствуйте, всех с Новым годом, наступающим Рождеством. Я очень извиняюсь за то, что нахожусь в домашней обстановке. Мне хотелось бы провести данный вебинар специально находясь в домашней обстановке, так, чтобы вы почувствовали все-таки энергетику моей семьи. Сейчас, через час где-то придут дети, они тоже нас порадуют. Мы их обязательно возьмем в эфир. Виталий, видно и слышно. Елена Демянтенко, Чеботарева, видно Владивосток. Мы со всего мира собрались и со всего мира здесь находимся. Очень Нина Поднебенная, штатская, здравствуйте. Ирина Курендаш, здравствуйте. Никто не ожидал, что сегодняшний вебинар будет проходить, но я не могу от вас отказываться, поэтому мне хочется, чтобы вы все-таки были чаще на вебинарах, а также мне хочется их проводить для вас чаще, отвечать на ваши вопросы, и мне хочется, чтобы вы могли прикоснуться к настоящему празднику. Сейчас прямо вот там, вот в той комнате находится Соня, вот так на кресле напротив меня сидит Слава, играется в телефоне. В общем, всем привет. Особенность такая, о которой бы я хотел сегодня поговорить, связана с моим просмотром. Как обычно у каждого человека происходит просмотр видео, которые находятся в YouTube. Мне очень заинтересовали видео, которые проводят определенные мастера эзотерических направлений, а также йогических школ и так далее. И вы знаете, я могу сказать, что у меня сегодня где-то появилось четкое понимание или четкое желание дать рекомендации тем людям, которые в дальнейшем соберутся выбирать все-таки людей, которые будут для них эзотерическими учителями, или каким образом правильно выбирать эзотерику. Мне очень, наверное, интересно было бы об этом поговорить, и очень хотелось бы сказать свое мнение. Дело в том, что уровень достаточно легко просмотреть не от того, насколько человек себя хвалит, а от того, насколько человек скромен и насколько человек не пугает окружающих людей. То есть в том случае, если в видео или в обращении человека человек упоминает о том, что он может запросто сделать кому-то зло, а также этот человек может запросто повлиять энергетически и сделать что-то плохое, или там с легкостью может там вылечить человека и не доказывает, или нет доказательств этого всего, или человек, который говорит, что я могу вас обучить быть профессионально, быть человеком, который заработает большие деньги, при этом у этого человека нет этих больших денег, это говорит о том, что данный человек является, скорее всего, фантазером, а также, скорее всего, проводит данные семинары, скорее всего, умышленно. Сейчас я об этом договорю. Владимир Бондаренко. Мне очень нравится, когда мелькают люди, которых я знаю, вот как Владимира Бондаренко. А ведь я знаю вас, Владимир, уже несколько лет, и вашего сына. Наталья Видеси. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ура, всем привет из Нью-Йорка. Ого. Светлана Арфанова, я тоже в Ессентуках. Позвоните, буду рада общению. С Новым годом, Андрей Андреевич. Счастья вам, вашей семье и вашим детям. Добрый вечер. И всем присутствующим в Израиле сильная буря. Всем добрый вечер с наступающим Рождеством. Добрый вечер, город Губкин. Нас очень много, от Казахстана до Владивостока, от Владивостока до Нью-Йорка. Есть люди, которые пишут сейчас, находясь в Украине, в России или еще где-то. Нас очень много. Хорошо, что мы объединяемся в нашей общественной организации. Итак, как же выбрать себе духовного учителя или на что необходимо обращать внимание? Итак, первое, на что стоит обращать внимание. Человек на пути к духовному росту перестает себя хвалить. Также человек на пути к духовному росту старается делать все таким образом, чтобы человек, который к нему обращается, тут же получал эффект. И этот эффект, который получается, этот эффект должен быть происходящий сам по себе. Допустим, о чем я говорю?
Очень часто ученики ко мне обращаются, я читаю эти письма, и после этого не беру деньги, никаким образом не говорю ничего этому человеку, а просто стараюсь ему помочь и либо работаю энергетически с этим человеком, либо стараюсь каким-то образом изменить его судьбу, сделав ее, в общем случае, направив ее в лучший вариант, который может быть. В Харькове было направление, оно и до сих пор существует, и в этом направлении руководитель, он постоянно запугивал тех людей, которые приходили к нему и были слушателями его семинаров. Он говорил, что я запросто могу сделать, чтобы у человека появился геморрой, а также запросто могу разрушить любому человеку бизнес. Но я вам могу сказать, что он ничего нового не сказал. Мы прекрасно знаем силу ненависти или прекрасно знаем силу невежества. Данную силу развивать специально нет никакой необходимости. Мне кажется, у людей или у каждого человека это достаточно активно проявляется, очень хорошо развито, но он почему-то не говорил о том, что он запросто может прямо сейчас исцелить каждого человека, который находится в зале, вылечив каждому человеку заболевание позвоночника. Он до этого не дошел. То есть сказать о том, что он запросто может каждому поставить геморрой, да, а сказать о том, что он может запросто полечить каждому человеку позвоночник, об этом он ничего не сказал. С Новым годом, ученик школы 7, 12, 17. Я заказал четкий номер заказа, но о сроках поставки и на какой стадии находится заказ мне никто не отвечает. Ни по Viber, ни по электронной почте. На телефон никто не отвечает. Подскажите, что сделать в такой ситуации? Извините за вопрос. Дело в том, что тот человек, который является руководителем службы поддержки, сейчас болеет гриппом и находится 2 недели на больничном. Эдуард сейчас не справлялся с количеством запросов, а также заказов. Я рекомендую обратиться к моей жене Соне. Она постоянно отвечает на вопросы, а также она сейчас напишет и свой скайп, и вайбер, и напишет контакты в социальных сетях. В случае, если у вас не получается что-то, можете напрямую с ней общаться. Андрей Андреевич, здравствуйте. С эзотерического подхода на что обратить внимание при покупке квартиры? Ученица школы, с уважением, Елена. Старайтесь сделать так, чтобы ваша квартира непременно выходила окнами на юг или на запад. Тогда ваша квартира будет 100%, в ней будет приятно жить. Также я считаю, что нужно обязательно смотреть, насколько в квартире быстро портятся продукты. В случае, если в вашей квартире быстро портятся продукты, значит она энергетически загрязнена. В случае, если нет, то в ней можно проживать. Что же это за легендарное состояние просветления? Легендарное состояние просветления связано с определенными ощущениями, которые возникают у человека. Эти определенные ощущения условно можно назвать состоянием упрощения. То есть состояние упрощения – это когда, допустим, человек поет дифирамбы другому человеку, но после этого, когда человек отходит от этого человека, начинает говорить об этом человеке какие-либо плохие слова. Так вот, в тот момент, когда у первого человека, о котором говорят плохие слова, происходит состояние просветления, то он может понять, почему это произошло, понять, насколько это часто происходит, также понять, почему этот человек делает именно так, и понять, как можно простить или как это вообще все устроено, почему такие люди возникают, от чего этот процесс происходит, что заставляет этого человека создавать вот такие ситуации, откуда появляется зло, откуда появляются первопричины зла или первопричины неуспешности, или первопричины болезни или трагедии. И это открывает, упрощая мир, открывает совершенно другие глаза. Человеку открывает новое мировоззрение, яснознание. Когда-то Шри Аурабинда сказал такие слова. Он сказал, что в человеке, который рождается, есть часть, которая называется божественное начало. И в тот момент, когда человек начинает развиваться, его обучают родные, его обучает социум, его обучают в школе, его обучают, я не знаю, там какие-то еще системы, религия. И в какой-то момент этот человек полностью утрачивает, по чуть-чуть теряя вот эти вот состояния или крупицы осознания в себе вот этого состояния божественного. И состояние просветления – это как раз состояние, при котором вот это божественное начало, оно находится.
Божественное начало или состояние просветления – это тот момент, когда человек познает себя настоящего. А когда человек познает в себе настоящего человека, то он начинает ощущать себя как человека, которого до этого не воспитывала семья, на которого не влиял социум, и у которого нет шансов или нет желания врать, нет желания допридумывать, нет желания преувеличивать, нет желания дополнительно что-то придумывать, объясняя себе выдуманными идеями, более чем естественными состояниями дел. Есть такой вот, есть такой тип людей, сегодня о них могу даже вам рассказать. Есть такой тип людей, вообще организм человека и социум, они очень между собой, очень похожи. Вот, допустим, у человека появляется заболевание, это онкологическое заболевание или опухоль. Когда эта опухоль появляется в тело, то она обычно не просто появляется, а внедряется. Или, допустим, какое-нибудь поражение кожи, то есть попала какая-нибудь токсическая инфекция в организм. Вначале эта инфекция, она никак не влияет на организм. То есть наш организм не видит эту инфекцию. Почему? Условно можно сказать, что эта инфекция, она очень хорошо относится к организму, помогает ему вырабатывать ферменты, помогает вырабатывать гормоны, и наш организм не обращает на нее никакого внимания. После этого первый процесс – это внедрение, второй процесс – это расширение, и третий процесс – это поражение и уничтожение. То есть процесса есть 4. Так вот, есть такой тип людей, сегодня о них вам буду рассказывать. В социуме очень часто появляются такие люди, которые живут как опухолевидные или какие-то инфекционные заболевания. Это естественный процесс жизни людей на Земле. Вот смотрите, человек появляется, который начинает вам в лицо очень хорошо что-либо говорить. Допустим, в моей жизни было так, появился партнер, который начал очень хорошо говорить о том, что я вот очень хороший, у меня хорошо получается бизнес делать, он мне льстил, он очень хорошо ко мне относился, рядом с ним я ощущал себя гораздо успешнее, гораздо, может быть, возможно, его разговоры обо мне, они восхищали самого меня и так далее. Но со временем, когда я начал с этим человеком общаться, я начал понимать, что люди, окружающие меня, они не захотели со мной разговаривать. Но и один из друзей мне сказал такую фразу: ты даже не представляешь, что этот человек о тебе говорит. Я говорю: а что он обо мне говорит? Он говорит: это выглядит так. Когда ведется разговор о тебе, обычно говорится: та, Дуйко, та, ничего страшного, или та, забудь, или та, это не важно. И после этого такой человек, он создавал вокруг меня процесс, как вирусная инфекция. То есть мне он говорил о том, насколько я хороший, то есть у него происходил процесс внедрения. После этого он говорил, насколько я плохой, при этом он не словами это говорил, а он говорил это так: та неважно, та, кто такой Дуйко. И у него появлялось такое ощущение, у людей появлялось ощущение моей незначительности, хотя компания принадлежала мне. После этого человек этот начал заниматься захватом. То есть, когда люди начали обращаться, они перестали обращаться напрямую ко мне, а начали обращаться через него, то он начал им выставлять определенные суммы денег, которые они должны были платить ему в виде откатов для них или для него, и после этого он бы брал или не брал. Хотя такой динамики вот в нашей компании не существовало. После этого этот человек обогащался, и самым последним моментом было, это он начал забирать и начал воровать. То есть фактически этот человек начал разрушать систему, которая была в самом начале настроена. То есть он вел себя как опухолевидный процесс. То есть он сначала внедрился, это было видно в виде лести. После этого он начал создавать барьер. Это было видно в виде вот таких вот разговоров с кем-либо, где, обсуждая меня, не было осуждения, а были эмоции, типа незначительность. Он показывал, насколько Дуйко незначителен. После этого был процесс нападения, когда он ограничил возможность общения со мной, и люди сами не хотели. И после этого возможность зарабатывать и окончательная возможность воровать. То есть опухолевидный процесс захватывал организм и начинал этот организм уничтожать.
Такое очень часто происходит в нашем социуме. Мы видим вокруг президентов людей, которые льстят этим людям, президентам наших стран. После того, когда они льстят людям, они внедряются. После того, когда они внедрились, они начинают вести вот такую боковую игру и начинают говорить о том, насколько человек этот не важен. То есть говорят, да кто такой там, это он не важный, да это все полная ерунда. И после этого именно такие люди и создают процесс конфронтации и создают процесс вот этого насилия. Вы представляете? Оказывается, одно из элементов семени социума заключается вот в таких людях. Именно поэтому я часто говорю, когда вам начинают льстить, или когда вам поют дифирамбы, или когда к вам очень хорошо относятся, старайтесь этим людям не верить. Старайтесь этим людям не верить, потому что обычно эти люди в дальнейшем могут создать плохие предпосылки для вашей нормальной жизни, а также, возможно, создадут процессы плохого бизнеса. Почему я это решил сказать сегодня? Начали обращаться ребята по поводу того, что ездили на морской курс, на морском курсе кто-то там кого-то обманул из учеников и так далее. Ну так я вам хочу сказать, все началось с того, когда кто-то начал подходить к вам и начал льстить вам, говорить неправду, петь дифирамбы и так далее. Скажите, это могло произойти на морском курсе? Могло произойти. После этого, вот знаете, как мошенники работают. То есть основа мошеннической деятельности. Петь человеку то или говорить человеку то, что человек хочет, преувеличивая и помогая этому человеку, создавая вот такую визуальную картинку или визуальную картинку помощи. Ну, у нас уже есть опыт, знаете, у нас есть опыт тех учеников, которые на первое место ставили возможность заработать, но ни на какое место не ставили возможность помогать. То есть это выглядело следующим образом. Первый раз, когда с этим человеком начинали разговаривать, то этот человек говорил, вот бедненькая, какие у тебя проблемы? Вот это, да, точно, но ты не переживай, ты справишься, ты сильная, мы вообще все вместе в тебя верим, у тебя там, ты вообще хорошая, ты заслуживаешь большего, ни во что не верь, там, мы тебе поможем и так далее. После этого это лесть. Вторым моментом было, Андрей Андреевич начал ругать, и после этого люди мне писали, вот мы хотим защититься, там этот человек хороший, он очень хорошо к нам относится, там она или он там помогали нам. И после этого это же человек, получается, постоянно работает с кем-то, он отделяет или делит эту систему. То есть сначала делали так, что Дуйко хороший, а потом Дуйко уже не хороший. То есть это выглядело так. Да не важно, что Дуйко. Да не важно, вот мы, да не важно, вот наши дети, да не важно, наши дети, они лучше, да не важно, мы лучше, да не важно. И после этого начинался захват или воровство. То есть это выглядело так. Я тебя приму, это все бесплатно, но у тебя порча, теперь порчу нужно полностью убрать. Эту порчу, чтобы ее убрать, будет стоить там 400, 300, 400, 500 долларов. После этого, почему же ничего не произошло? После этого игнор. Почему? Потому что я не несу никакой ответственности, это Дуйко научил, все, теперь на этом все закончилось. То есть это не имеет никакого значения, во всем виноват исключительно там, Дуйко, все вопросы к нему. Но вы видите, этот человек сработал как онкологическая опухоль, то есть этот человек внедрился, после этого создал вокруг себя иллюзию, при котором создал мнительное желание у людей доверять этому человеку больше, чем доверять своему наставнику или гуру, и после этого забрать деньги, после этого обмануть и после этого убежать. А еще, разве на морском курсе не говорил постоянно о том, что ученики школы, пройдя первую ступень, дают обет? Этот обет звучит так: мы не занимаем друг другу деньги, не занимаем. Это одно из условий нашего духовного роста. Я на первой ступени в 2012, 2013, 2014 и 2015 году все время говорил о том, что мы не занимаем деньги и даем обет. Скажите, был такой обет? Света, когда-то проводил такой обет? Обязательно даем такой обет, в ходе которого говорим, что мы, ученики школы, друг у друга деньги не просим. Дальше, мы не участвуем в сетевых бизнесах, которые предлагают ученики школы. Мы не раскручиваем. Я даже, исходя из этого, закрыл свой успешно действующий сетевой бизнес.
То есть я это сделал принципиально, потому что хочу, чтобы в дальнейшем ученики давали обет не участвовать во всех видах сетевого бизнеса. В каких? Да ни в каких не участвовать. Михаил Тру. Андрей Андреевич, добрый вечер. Скажите, как можно повторно скачать ранее приобретенные семинары? Сломался жесткий диск на компьютере. Вам необходимо связаться с Александром Клименко. После этого дать реквизиты или там сказать, когда вы покупали. Мы проверим вас по базе. У нас все это сохранено, и мы вам обязательно сбросим повторно те семинары, которые у вас исчезнут. Покупала семинар и делала обряд 100 дней на то, чтобы человек перестал пить, и 100 дней, чтобы бросил курить. Люди разные, ни один человек, не помогло ни одному, ни другому. Рисовала символы по фото, что делать не так. Хотя себе делала талисманы, мне не помогли. Я отвечаю на этот вопрос. Вот смотрите, я хочу стать чемпионом мира по бегу на 1 километр. И естественно, я выбираю учителя, который уже стал чемпионом мира в беге на 1 километр. И после этого этот чемпион мира говорит: Андрюша, я тебя научу бегать 1 километр, но тебе для этого, Соня, не стучи, но тебе для этого необходимо будет 1 раз в день или 2 раза в день, или 3 раза в день, как и я, бежать там 5 кругов утром, 5 кругов в обед и 5 кругов вечером. И я говорю, и когда же я захочу стать олимпийским чемпионом, когда я смогу им стать? Он мне говорит, ну, когда я начал, мне было 15 лет, а сейчас мне 27 лет, и в 27 лет я стал мировым чемпионом. На что он намекнул? Он сказал, что для того, чтобы мне стать мировым чемпионом, я должен ежедневно заниматься на протяжении 10 лет. И после этого я, скорее всего, смогу добежать до финишной черты первым. И, скорее всего, смогу стать победителем, потому что меня обучает чемпион. Скажите, можно провести такую же аналогию, когда человек начинает работать с другими людьми? То есть, когда человек говорит, почему со мной эзотерическая практика не работает? Ответ этот звучит так. Как же она может с вами работать, или как вы сегодня можете добежать или пробежать как олимпийский чемпион, если у вас до этого не было тренировки бега как олимпийского чемпиона? Скажите, какую вы энергию использовали в том случае, когда вы убирали у человека желание принимать алкоголь? Я могу сказать, вы использовали энергию, которая называется психическая энергия, которая возникает у человека в тот момент, когда он накапливает радость и удовольствие. А также реализация психической энергии происходит за счет того, что человек практикует коды нам на определенные виды дыхания, как бы усиливая процесс влияния на окружающий мир. Скажите, сколько вы по времени занимались эзотерикой перед тем, как вы начали заниматься лечением от наркотической, от алкогольной и табакозависимости другого человека? На что вы рассчитывали? У вас было большое количество психической энергии, то есть ваша психическая энергия должна повлиять на человека. Дмитрий Кульчицкий пишет. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, в Украине будет улучшаться жизнь? Я вам хочу сказать вот что. Жизнь будет улучшаться там, где будет находиться наша эзотерическая школа Кайлас. В случае, если Кайлас будет расти, то в зависимости от того, сколько людей будет находиться в школе и где они будут территориально находиться, в этом месте будет жизнь улучшаться. Но в целом, если говорить или делать прогнозы о том, что происходит на территории Украины и на территории России, могу сказать, что жизнь на территории Украины будет ухудшаться. А на территории России ухудшаться тоже, но может быть не так быстро. Почему я это говорю? Существует такое понятие, которое называется динамика. Динамика заболевания – это когда человек болеет, и каждый год у него происходит регресс. То есть вначале был стеноз одного сосуда, через 1 год стеноз уже одного сосуда на 100% и 50% другого сосуда. На 3-й год у него стеноз 2 сосудов и 25% 3-го сосуда, ну и так далее. То есть можно сказать, что человек живет, но у него стеноз сосудов, он имеет такую форму облитерирующую, то есть всеобще поглощающую, и ухудшение в дальнейшем происходит. Также происходит с нашими странами. Почему? Каждый президент каждый год начинает со слов: у нас был тяжелый год, но следующий год будет лучше.
Как же он лучше, если они каждый год начинают со слов «у нас был тяжелый год». Было там сколько, 5-6 президентов, и каждый из них говорил, этот год был тяжелый, но дальнейший год будет лучше. И после этого этот человек вновь и вновь не исполнял свои слова и начинает каждый следующий год со слова «этот год был хуже». Или этот год был тяжелым, а следующий будет лучше. Естественно, я могу сказать, что в случае, если стеноз или ухудшения эти обычно происходят, то это выглядит как ухудшение, и потом и снова ухудшение, и потом снова ухудшение. Вы мне скажите сами, можете ли вы после 3 ступеней или 4 ступеней разделить свою жизнь до школы Кайлас и после? Вот если вы можете разделить до школы Кайлас и после, то это говорит о том, что у вас появилась некая сила энергетическая или духовная сила, которая поможет вам в дальнейшем вырваться из того, что называется обусловленность социумом. А у всех людей, которые в социуме живут с системой влияния на этот социум, скорее всего, лучших состояний или лучших каких-то ситуаций происходить не будет. То есть жизнь будет становиться хуже, независимо от того, кого будут выбирать. Ужас. Подскажите, пожалуйста, что делать, если есть люди, которые в лицо улыбаются, а за спиной распускают слухи? Как правильно поступить по-человечески, эзотерически? Когда человек вам в лицо улыбается, за спиной распускает слухи, это говорит о том, что однозначно, 100%, наверняка, на 100% вы должны прекратить отношения с этим человеком. То есть вы должны прекратить отношения с этим человеком, и очень часто это сложно сделать, потому что он-то в лицо вам улыбается, и вы не верите тем людям, которые на расстоянии говорят, что этот человек распускает о вас слухи и говорит о вас плохо. А я хочу вам сказать, что в случае, если человек сказал вам, что о вас кто-то распускает плохие слухи, то вы должны прекратить отношения и с тем человеком, который, поэтому, по вашему мнению, распускает о вас слухи, и с тем человеком, кто вам это доложил. Не одного нужно убирать, а обоих. Почему-то мне все люди нравятся, в каждом есть что-то хорошее, удивляюсь. Раньше так не было, так и есть. Что можно есть в белый пост? Белый хлеб, картофель, яйца, капуста, сливочное масло. Можно ли заправлять салат растительным маслом? Можно. Даже можно сливками. А скажите, белый пост тяжело проходить, наверное, да? Я не знаю, никогда этого не было. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, что делать, если есть люди, которые в лицо улыбаются, а с тобой типа дружат, а за спиной распускают слухи, говорят нелестные вещи про тебя? Как правильно поступать по-человечески, эзотерически? И по-человечески, эзотерически разрывайте с этими людьми отношения и не общайтесь с этими людьми. Старайтесь это делать как можно дольше. Дело в том, что когда человек распускает о тебе слухи и тебе в лицо улыбается, этот человек, это опухоль, он, значит, внедряется в вашу жизнь, а также производит процесс расширения и дальше будет проводить процесс вытеснения. Таким образом, бойтесь данных процессов. А если сетевым бизнесом занимаешься до знакомства со школой Кайлас, это можно? Конечно. Я не противник сетевого бизнеса. Пожалуйста, занимайтесь. Я противник того, чтобы учеников школы Кайлас втягивали в сетевой бизнес. Скажите, моя дочь, ей 21 год, студентка, собралась замуж, парень 22 года, тоже студент, сделал предложение на Новый год. Я не согласна, так как они оба не работают, живут с родителями, тыла у них нет. Я не мешаю им, но вижу, что не время. Подскажите, пожалуйста, совет в такой ситуации. Спасибо заранее. Почему-то хочется очень вспомнить фильм, который сейчас все обычно смотрят. Этот фильм называется «Москва слезам не верит». Как звали главную героиню «Москва слезам не верит»? По-моему, ну, условно назовем ее Светланой. Ее звали Светланой, а ее дочь звали Александрой. Александра, потому что песня там была «Александра, этот город наш с тобой». Вы помните начало этого фильма, когда она познакомилась с мужчиной, они были молоды, после этого у нее появился ребенок, естественно, кадры меняются, и после этого показывают ее, когда она уже стала состоятельной женщиной, стала директором завода, и тут доходит, и эта мысль, она звучит так: смогла бы эта женщина стать в итоге директором завода, или смогла бы она добиться чего-то очень сверхординарного, если бы у нее не было
мотивации, которую дал ей ребенок, который был рожден, когда она была еще очень маленькая. Вы видите, одна из особенностей заключается в том, что очень часто мотивация или рождение ребенка дают возможность человеку яркого, такого, возможно, взрыва или, возможно, яркого желания двигаться вперед. Человек теряет страхи, становится предпринимательным, у него появляется желание, появляются вот такие заботы, у него появляется желание что-либо сделать. Я считаю, что не стоит сейчас ограничивать, если эти ребята обожают друг друга, если они хотят пожениться, то в этом ничего плохого нет, пускай они это делают. Ничего страшного, в делах любви мама точно не поможет. Татьяна Кудрявцева. Отпустить ли мне дочку в артистки или продолжать развитие в сфере обслуживания? Прохожу первую ступень, пожертвовал, спасибо. Я хочу сказать, что вы сейчас просто затронули тему, которая мне однозначно не очень нравится. Скорее всего, во-первых, я не могу понять, что вы имеете в виду, когда вы говорите артистка. То есть я не могу понять. То есть это артист чего? Артист театра, оперы, артист балета, певец или это кто? Я знаю большое количество женщин, которые в свое время шли по этому пути и так, к сожалению, ни к чему и не пришли. И это все закончилось в большинстве своем разочарованием. Дело в том, что кажется, что это легкий путь, при этом кажется, что на этом пути очень многие смогут много зарабатывать, а когда доходит до действительности, оказывается, что этот путь очень сложный, на нем очень много людей находится, на нем очень тяжело зарабатывать, и человек плавно во время того, когда он становится артистом, начинает опускать свою планку. То есть он плавно начинает опускать свою планку и произносит себе: у меня нет таланта, я буду работать там в районном каком-нибудь театре или буду работать там в культпросвет каком-то там училище или еще где-то. И в итоге это заканчивается плохо. Плюс особенность такая, особенность артиста заключается в том, что он должен иметь еще в наше время большое количество денег. То есть для того, чтобы стать кем-то, необходимо, чтобы кто-то вкладывал в этого человека большие деньги. То есть почему сейчас я бы не разрешил своему ребенку становиться артистом? Или почему бы я не захотел, чтобы мой ребенок занимался там гитарой там, или еще чем-то? Дело в том, что для того, чтобы ребенок начал в дальнейшем выступать, ему необходимо было бы, чтобы в него кто-то вкладывал большое количество денег. Таким образом, нужно было бы понимать, насколько он... почему я это говорю? Когда вы видите, допустим, там новоришей артистов или новоришей артистов, там, которые поют рэп, или которые хорошо поют, или там плохо поют, то практически все эти люди, это люди, которые нашли деньги и которые пытаются вкладывать эти деньги в то, что они поют. У одних это получается, у других не получается. Могу сказать, что, как правило, у большинства не получается. Еще раз добрый вечер из Беларуси. Поздравляю вашу дружную семью с Новым годом, наступающим Рождеством. Желаю вам благополучия во всех сферах жизни, прекрасного настроения. Андрей Андреевич, скажите, несложный обряд, как выйти из финансового тупика? Приобрести пока программирование 2018 нет возможности. Самый простой обряд, который может человек выполнять, это обряд, который он выполняет следующим образом. Он представляет, будто на уровне сердца у него находится золотое солнышко. На вдохе он произносит «Я», на выдохе «Хве», представляя это золотое солнышко. Делайте это 108 раз утром и 108 раз вечером, хотя бы 4 месяца. Я вам обещаю, что очень быстро все изменится. Дайте мне ее покажу. Дайте мне ее на секунду. Здрасте, тут Роза хочет поздороваться со всеми. Здрасте. Скажи здрасте, товарищи. Вот она, настоящая эзотерика, она вот так выглядит.
У нас уже звуки. Это ты что, смеешься? Чему нас должны обучать детки? Они должны нас обучать, как мы можем радоваться жизни. Скажите, пожалуйста, с точки зрения эзотерики, если про человека пускают плохие слухи на его жизнь, то как это влияет? В случае, если вы женщина и на вас пускают плохие слухи, то у вас будет увеличиваться количество беспокойства в вечернее и ночное время. То есть у вас появляется бессонница, появляется большое количество мыслей, вы не можете заснуть, не можете расслабиться. В случае, если мужчина, то у вас вечером будет появляться непреодолимая сексуальная одержимость. То есть вам будет хотеться или будет появляться непреодолимое сексуальное желание. Не стоит на это обращать внимание в случае, если человек не поддается на ментальные, если эти ментальные сети не затягивают его, то эти мысли недолго его мучают, а в дальнейшем ее мучают и в дальнейшем становятся в обратную сторону мыслями тех людей, которые думают об этом человеке. Поэтому не стоит этого бояться. Подскажите, пожалуйста, мантру или практику от женских болезней, ученица школы. Спасибо. Вообще очень хорошо лечить женские болезни, просто накладывая уксусную салфетку на низ живота. Также я могу сказать, что нужно представлять, будто то место, где находится матка, то место, где находятся яичники, это место, оно заливается уксусом яблочным или каким-либо еще. Это очень хороший метод убирания вирусных, а также убирания там молочниц и так далее. Прикладывайте ручку и представляете, будто под вашими руками внутрь заливается кислое, и как можно дольше это кислое удерживаете. Также в это время хорошо держать кислое у себя на язычке. Также могу посоветовать много чего, но это самый простой метод. Доброго здоровья. Скажите, конкурс на видеоотзыв до какого числа? Он будет до 15 января. Можно спросить, продаю квартиру для переезда к дочери в другой город. Трудно продавать, получится ли весной или к лету? У вас получится это продать, наверное, к лету даже ближе, но я объясню, почему тяжело получается. Дело в том, что сейчас существуют цены, которые фактически показывают стоимость или ту стоимость, которую хотели бы люди получить, продавая свою недвижимость. И, конечно же, по этой стоимости, и очень много людей пытаются по этой стоимости данные квартиры продать. Но дело в том, что количество людей, которые покупают такие квартиры, их мало. И существует такая фактическая стоимость. Это вторая группа людей, которые, несмотря ни на что, держатся, не могут продать и потом снижают такую цену. И эти люди потом объявляют цену другую на рынке. И существуют еще третьи люди, которые не хотят покупать по большой цене, а ожидают, когда же будут квартиры, которые будут иметь нижний потолок стоимости. И обычно это люди, которые не торопятся с покупками, а ожидают. Поэтому я могу вам сказать, что процесс «мы хотим быстро продать квартиру» обычно связан на то, насколько вы ее снизили или снизили ее стоимость. Поэтому, когда вы в городе пытаетесь продать квартиру, вы должны знать, что в городе обычно квартиры продавать хотят очень большое количество людей. Ну, естественно, вы обычно ставите цены, и вам нужно быстро. Вы должны знать, если вам надо за сегодня, то это половина ее стоимости. Если вам нужно за месяц, то это 25%. Если за 3 месяца, ну хотя бы 15% от общей стоимости. Ну, вот так где-то это выглядит. Ой, как хорошо, написала Рима Мазова. Выйду замуж срочно, живу в Испании. Ну, что с вами? Что это такое? С праздниками вашу семью. Привет вам и Липецка. Андрей Андреевич, я люблю ваш смех. Так смеются волшебники в сказках. Спасибо. Здравствуйте. Какое занятие может мне подойти? Я никогда не работала, все зависело от мужчины, а теперь одна, ни семьи, ни денег. Это очень частая проблема человека, когда у него нет ни семьи, ни денег. Что мешает этому человеку?
Обычно человеку, у которого нечего делать, и человек не знает, чем ему заниматься, обычно я советую этому человеку пройти курсы. Какие курсы? Курсы маникюра, массажа, курсы какой-нибудь прикладной услуги, которые можно очень ярко продавать или очень быстро продавать. Это парикмахерское искусство. Такой человек может быть полезен там, за досмотром детей, помощи престарелым, там, массажем. Человек может получить очень быстро сейчас образование в виде дополнительного образования в области логистики, таможенной логистики, стать таможенным декларантом и так далее. То есть все это начинается с того, что вы выбираете специальность и получаете по этой специальности определенное образование. После этого вы начинаете устраиваться по этому образованию, хорошо начинаете работать. Самое простое – это маникюр. Потому что, научившись делать маникюр, женщина фактически без работы никогда не будет находиться. Всегда будет при работе. Скажите, пожалуйста, как обрести снова радость? Я ее куда-то потерял, и не могу найти. Основная проблема людей, которые теряют радость, заключается в том, что они ее отдали. Когда вы отдаете радость? Очень часто вы персонально отдаете радость в тот момент, когда вы начинаете кому-либо помогать. Полечить, там, эзотерически кому-то повлиять на что-то, эзотерически что-то сделать кому-то. Вы должны знать, что в этот момент вы усиленно отдаете энергию, и эта энергия называется психическая энергия, которая возникает в тот момент, когда человек медленно накапливает эту радость, испытывая состояние радости и удовольствия. То есть вы накапливали психическую энергию и после этого собрались кого-либо полечить. Собрались кого-либо полечить. И после этого пробуйте полечить этого человека и используйте в этот момент энергию. Вот эта энергия есть состояние радости. Я могу сказать вам свои наблюдения. Если человек проработал 5-6 лет целителем, он становится нудным, безрадостным, вредным, вонючим, толстым, гадким, слюнявым, некрасивым человеком. Дальше. Я хочу кому-нибудь навредить. Хорошо. Хоть вредишь, хоть помогаешь, ты используешь психическую энергию, которая накапливается в случае, если человек накапливает радость и удовольствие. То есть вот смотрите, я хочу повлиять на то, что сын вышел замуж. После этого я буду ставить программу. После этого сын выйдет замуж, но у меня появится состояние безрадостности. То есть вы заботитесь о том, как потратить эту энергию, но не заботитесь над тем, как ее накопить. А я очень рекомендую знать и обратные стороны. Обратные стороны влияния заключаются в обратной стороне накопления, потому что есть формула, третий закон термодинамики, действие равняется противодействию. То есть если вы хотите каким-то образом влиять, вы должны знать, что вы должны научиться накапливать, жить, концентрироваться на настоящем моменте. Старайтесь испытывать радость от чего-либо, от питания, от просыпания. Радость, она должна быть еще и обозначенной. То есть говорите или произносите себе периодически: я счастлива, потому что у меня, или я рад из-за того, что в моей жизни, или я рад, потому что сейчас кушаю, я рад, потому что в моей жизни находятся там близкие и так далее. То есть находите вот это состояние хотя бы минимальной радости, ставьте вот эти концептуальные точки, от которых, из-за чего вы радостны. Таким образом вы ставите точки, из-за чего вы радостны, и в дальнейшем эти точки, они будут давать вам вот эти элементы вашей энергии. Женщина одна мне написала, кстати, хочу сегодня об этом поговорить. Я ученица Миланы Артюх, я помню эту девочку, она во Львове когда-то пробовала организовывать мне первую ступень школы Кайлас еще в 2011-2012 году. И эта девочка сейчас открыла институт какой-то там развития, лечения и так далее, и начала давать мой обряд, который называется проводы, связанные с абортированными детьми. Я могу сказать вам, что она, Милана, не должна была это делать. Раз. Второе, ученики, которые начнут это выполнять, они, скорее всего, смогут отделить от женщины этих духов, а после этого, для того, чтобы убрать этих духов, они должны будут создать вот этот процесс формирования и построения кала-чакры, тантры. То есть они должны будут построить эту кала-чакру. Но ведь они же не знают, как это делать. А ведь когда человек проходит мою обрядовую магию, то я это даю в виде определенного посвящения.
Таким образом, у человека появляется посвящение, по-другому лунг или сома, и в дальнейшем этот человек может это делать. То есть, если этот человек мой ученик, то автоматически он сможет делать. А если это ученик Миланы Артюх, то, скорее всего, этой девочке будет появляться, у Миланы Артюх будет появляться в дальнейшем проблемы, связанные со здоровьем, а у этой девочки конкретные проблемы, связанные со здоровьем. Даже не так. У девочки, которая проводит обряд, будут проблемы со здоровьем, скорее всего, мочеполовой системы, а у девочки, которая дала этот обряд, будут проблемы, связанные с жизнью. То есть это будут неприятности в социуме, плохое замужество, там, плохие отношения с мужем и так далее. То есть этот процесс будет такой, не очень хорошим. Почему? Потому что они заберут этих детей, после этого эти дети будут уже принадлежать и Милане, и этой девочке и так далее. Зачем оно нужно? Я очень часто говорю, что эзотерика наука непростая, и обычно лезть в нее там не очень нужно. Посмотрите на людей, которые длительное время занимаются эзотерикой. Посмотрите, как они начинали, и посмотрите в дальнейшем, на кого они становятся похожими. То есть в самом начале это были люди успешные, веселые, добрые, задорные, интересные, и в дальнейшем в кого они превращаются? Они становятся унылыми, уставшими, тревожными, депрессивными, старыми, вредными, буками. Этот процесс, я его вижу в очередной раз вновь и вновь повторяющимся. Понимаете, вновь и вновь повторяющимся. Конечно же, когда человек говорит, там, я эзотерически там, повлияла на то-то, то-то, я сделала то-то, то-то, я ставлю ментальные программы, я работаю там с астралом, космоэнергетикой, то я обычно хочу спросить, вы откуда вы энергию черпаете, куда вы ее деваете, и в дальнейшем, как же вы ее собираетесь накапливать. Вчера видео смотрел в интернете, и там в этом видео один из, как он сказал, черных магов мира сказал о том, будучи в возрасте не больше 35 лет, сказал, я 25 лет занимаюсь черной магией. Я же не могу понять, это тебе 35 лет, и ты 25 лет занимаешься черной магией. И ко мне обращаются все люди, которые связаны там, с высшим эшелоном власти. Тогда вопрос, почему же эти высшие или эти люди высшего эшелона власти, почему они все живые? Они все живые, потому что, наверное, вот эта эзотерика неэффективна, правильно? Потому что если была бы эффективна, то тогда бы уже там, всех бы заказали. А так, вы знаете, если бы это было так популярно, если бы это было так просто, если бы люди знали концепции, то обычно бы, это бы, наверное, обычным было, что человеку такому приходили бы и говорили, а давайте-ка заплатим вам вместо убийства там Владимира Петровича Ященко, заплатим вам, пусть он своей смертью умрет. Ну, такого же не происходит, правильно. Обычно нанимают киллеров, киллеры едут и кого-то там. Подскажите, когда читаю мантры, могу сбиваться в бусинах, четок забываю перебирать. Таким образом, в результатах читаю мантру не 108 раз, а больше. Это очень хорошо, вы молодцы, правильно делаете, больше делаете. Что делать, чтобы муж бросил курить? Обряд не помогает. Почему не помогает, наверное, вы уже знаете. Для того, чтобы муж бросил курить, необходимо купить в нашей компании препарат антизафы. Давать ему по 2 таблетки перед каждой выкуренной сигаретой и после выкуренной сигареты. Андрей Андреевич, живу в Израиле по работе, пока один обман. Предложили работу в Крыму. Стоит ли поменять страну и работу? Не стоит. Розочка прелесть, спасибо вам за обряд. Завтра будет лучше, чем вчера, 100%. Что же никому нельзя помогать? Для того, чтобы помогать, нужно знать, как помогать. Почему-то становится всегда понятным, что хирург, который приходит на операцию, знает, что такое анестезия, знает, как происходит проникновение под кожу, знает, что такое сосудистая операция, знает, каким образом можно вывернуть узел, допустим, щитовидной железы, знает, что такое адреналин, знает, что такое ланцет, пинцет и так далее, скальпель. То есть почему-то эти люди знают. И они же знают, потому что их обучали, а также они знают, потому что они тренировались. А когда человек говорит, так что же нельзя никому помогать, я обычно задаю такой вопрос. А почему вы решили, что вы умеете это делать?
Потому что я прошла семинары. Отлично. А сколько по времени вы работаете с психической энергией? Вы стали специалистом или стали сильным энергетическим человеком? Как определить, когда в вас находится большая психическая энергия? Это постоянное ощущение внутреннего спокойствия, постоянное ощущение ровности, постоянное ощущение поднятого настроения и возможность запросто очень легко контролировать абсолютно любые свои эмоции. То есть ты можешь разозлиться, но внутренняя сила позволяет тебе полностью это трансформировать, объяснить, почему ты злишься, или наоборот, там, не вдаваться в подробности, или перешагнуть, то есть не обращать на это внимания. То есть ты не сражаешься в дальнейшем, и после этого тебя это отпускает. То есть ты становишься абсолютно ровным человеком. Если можно, помогите определиться, в какой сфере я могу стать хорошим специалистом, достичь успеха. В моем случае успех можно ли благодаря инструментам эзотерики? Вы, еще раз я хочу вам сказать, вы не понимаете, друзья мои. Конечно же, вызову, наверное, бурю гнева, но я могу вам сказать, что человек, даже тот, который в школе хорошо бегает, этот человек еще не может начать заниматься, настолько становиться олимпийским чемпионом. Скажите, у кого-нибудь хоть раз был такой знакомый, который, занимаясь в школе или пробегая в школе быстрее, чем вся школа, или пробегая в школе быстрее, чем в районе все школы, в дальнейшем становился мировым олимпийским чемпионом? Давайте я вам скажу. Таких людей практически не бывает. Тогда вопрос, почему? Ведь они в школе пробежали быстрее, чем все остальные. Ответ этому звучит так. Потому что нужно было в дальнейшем становиться тем человеком, который будет бегать каждый день. А для того, чтобы бегать каждый день, нужно обязательно, чтобы кто-то вкладывал деньги в то, чтобы бегать каждый день. Вера должна была быть и так далее. Когда вы начинаете заниматься эзотерикой, вы не можете это сделать стихийно. Вы можете бежать быстрее, чем все люди, которые учились в школе, но вы не можете претендовать на олимпийского чемпиона. Для того, чтобы претендовать на олимпийского чемпиона, вам года 3 нужно читать мантры. Вам нужно работать и чувствовать энергии, развивать канал ясновидения. Вы должны периодически обращать на это все внимание. Это бесконечная, долгая, длительная работа. Я считаю, что первые яркие, потрясающие, очень сильные результаты человек может, может получить спустя только там 10 лет постоянной работы, 5-дневной работы. Хорошие результаты получаются через 5-6, минимально через 7, наверное, максимально через 15 лет, а минимально, наверное, через 5 лет. Можно ли это ускорить? Можно. Именно для этого проводятся мои семинары, морские курсы, которые я провожу. Приезжайте на морские курсы, они специально посвящены тому, чтобы у человека появлялась вот эта психическая энергия. Чтобы работать над тем, чтобы была возможность у вас отработать то, что вы сами будете отрабатывать на протяжении 3, 4, 5 лет. Обычно человек говорит так, там мне морской курс не нужен, да я ступень нашла там где-то, да я уже и так занималась 7 месяцев, теперь я все, становлюсь знаменитым эзотериком, я буду заниматься целительством, после этого у меня не получается. И у меня вопрос, почему должно получаться? Потому что вы кем хотите стать? Вы хотите стать брехуном? Вот у нас уже были Наташи, у нас уже были Андрюши, знаете, и там были уже Олежки и так далее. То есть уже были такие люди, которые говорили, я как сделаю, так будет, ты даже не представляешь. После этого делают, ничего не происходит. При этом еще и деньги берут 50, 30, 100 долларов, 300 долларов, 200 евро. И там мантры читали по несколько месяцев, и там что-то делали, и непонятно, что они делали. И потом ничего не происходит. Вопрос, почему у них ничего не происходит? Они очень рано, они научились себя пиарить, и они сейчас занимаются больше хвастовством и больше выдуманными идеями, чем занимаются профессиональной эзотерикой. В самом начале нужно было пройти первую ступень, где я рассказывал о том, что существует процесс личного внутреннего роста, который связан не только с тем, что человек будет применять философию, а и связан еще и с отрабатыванием эзотерических практик. Естественно, посещение морских курсов обязательно. Естественно, практики, которые есть на каждой ступени, отрабатывать эти практики необходимо ежедневно. Плюс там персональная мантра, если она была на первой ступени. Плюс мантра школы на 3-й ступени, там Рамхаум, там Намах.
плюс мантры, которые я даю во время проведения этих школьных практик, плюс окончание 7 ступеней. Не надо начинать заниматься обрядовой магией, если у вас за плечами 7 ступеней нет. Если у вас 7 ступеней, есть 7 ступеней, вы их видели, тогда где по 3 месяца, по 4 месяца отработанные практики этих ступеней? А что вы можете сделать после этого? Да, я знаю. И что вы знаете? Ну, я это все знаю, я это все слышала. Ну и что вы слышали? Ну, я отрабатывал. Что вы отрабатывали? У меня есть построенный ваджарный котел. А вы его чувствуете? Не чувствую. Значит, надо делать так, чтобы чувствовать. И после этого люди ко мне приезжают, говорят, да, в общем-то, эзотерика эффективная, там, зеленая ниточка, там, мантру читаю, исполняется, а в основном не очень хорошо получается. Я могу вам сказать, для того, чтобы моя Аня, которая сегодня придет и будет рисовать на листочке, начала рисовать как Леонардо да Винчи, у нее должен быть, наверное, хороший учитель, после этого она должна долго обучаться, и после этого должен быть еще необычный талант. Таким образом, я могу сказать, что этот путь, он непростой. А у нас часто бывает так, что человек говорит, Андрей Андреевич, я хочу заниматься целительством. Я прошел целительство, первая часть, вторая, это прошел, это, все, я целитель. Нет, не целитель. Почему? Потому что нужно было вначале 7 ступеней школы Кайлас, начать чувствовать, прикоснуться к этому тонкому миру. На 6 ступени разрывать оболочки мира, входить в оболочки мира. Поехать хотя бы на один морской курс, чтобы понять, что такое внутренняя энергия. После этого поработать по системе кала-чакра тантра-йога, хотя бы по первой части, чтобы ощутить вот эти вибрации, которые двигаются, понять, что такое структура человека, пройти там эзотерическую гомеопатию, начать по чуть-чуть в этом работать или начать по чуть-чуть это ощущать. Но люди думают, что они могут купить это. Друзья мои, это невозможно купить. Это невозможно купить, этому можно научиться. И это та наука, которой невозможно быстро научиться. Это медленно происходит. У нас есть Игорь Мочеренко. Игорь, сколько лет прошло, когда у тебя впервые появились изображения перед глазами, или у тебя появились первые предсказания, когда ты начал предсказывать? Скажи мне, сколько лет было отрабатывания данных практик, сколько в день ты занимался эзотерикой? И скажи, кто за это платил? Вот если он здесь находится, давайте у него спросим. Вот у Игоря Мочеренко получается. Почему? Потому что он в 2011 году в школу пришел, и с 2011 по 2018 практически ежедневно занимается эзотерикой. Скажите, у него может теоретически получаться? Да. Дальше там у Наташи Душак. Ну как же оно могло у нее появиться, если она пришла в школу в 2015 году или в 2016 году? И после этого за 1,5 года пройти 7 ступеней, и после этого там все семинары, и после этого уже так потрясающе говорить или так потрясающе о себе заявлять, и так потрясающе брать деньги. Это же неправильно. Как быстро повысить свои тона? Если какие-нибудь мантры, для этого при произнесении яхвы начинается жар и кружится голова, правильно ли это? Вам необходимо помнить, что тона нужно поднимать только проходя 3-ю ступень. Если я сегодня дам вам практики, которые будут поднимать вам тона, то вместе с тонами у вас начнет разрываться 1-я чакра и 7-я чакра, и огонь внутренний будет создавать у вас завихрение. Смотрите, как только у вас появится внутренний огонь, вместе, когда вы начинаете поднимать тона, и ваша энергетическая структура не справляется, не построен цилиндр, нет котла сублимации, а также нету вот этих тонов, которые могут подниматься, то вы начинаете поднимать огненную энергию. Когда поднимается огненная энергия, то у человека появляется невежественность, он становится заносчивым, у него появляется агрессия, он становится очень вредным. Поэтому, Андрей Андреевич, дайте мне методы, как поднимать тона. Не могу, проходите 1-ю, после нее 2-ю, после нее 3-ю ступень. А еще после нее хорошо было бы еще и 4-ю ступень. Понимаете, школа была создана таким образом, чтобы все было последовательно и чтобы люди научились чувствовать. Конечно же, ко мне приходят люди, я щелчком пальца делаю там позвоночник человеку, и потом человек не болеет этим позвоночником. Или там на расстоянии убираю заболевания сосудов, суставов, там еще чего-то и так далее. Там эпилепсию и так далее. Но ведь это же не произошло за один момент. Когда вот сейчас моему сыну Эдику 18 лет, его еще не было, он еще не родился. Я уже 3 года занимался эзотерикой. То есть я фактически там, из 40 лет своей жизни 20 с лишним лет занимаюсь эзотерикой более-менее профессионально.
Вначале это были бесконечные мантры, это была йога, это были определенные пути. Но я могу вам сказать, что это были ежедневные, практически ежедневно повторяющиеся методы. Даже сейчас можно спросить у близких, насколько часто, вот Соня моя замечает, как я выполняю эзотерические практики. Соня, я выполняю эзотерические практики? Да. Ежедневно. Да. Вот видите, перед вами сидит человек, который может их не выполнять, но я их выполняю. Почему? Это не говорит о том, что я наркоман эзотерики, это говорит о том, что у меня тоже есть желание духовного роста, несмотря на 18 лет или там сколько занятий. Здравствуйте, вы слышали что-нибудь про Сурат Шабд йогу, йога на светозвуковой поток? В этом направлении живой мастер, садгуру, учитель человечества, Сант Такар Сингх. Смотрите, здесь в его фамилии существует слово, скорее всего, Синдх или Сикх. Можно ли совмещать это духовное направление в ваши техники и мантры? Я хочу вам задать вопрос. Какую вы цель ставите? В случае, если вы рассмотрите, как живет Сурат Шабд Санта Карсинг Ситх. Давайте я сейчас скопирую и найду его в интернете. Сингх публично объявил о своем преемнике. Даршан Сингх умер за несколько дней до начала трехмесячного тура конференции на Западе. После ухода из жизни мастера Кирпала, основателя наставника Руни Сансанг и так далее. Происхождение ложных преемников. Как вы сказали, Кирпал Сингх. Сейчас я прочитаю еще. Сант Такар Сингх. Смотрите, то, что вы сейчас, получается, используете в виде знаний Сингха, вы используете в виде извращенного понимания культуры сингхов. Дело в том, что вам для того, чтобы получить прямое посвящение, нужно стать частью этой культуры, а эта культура подразумевает принятие этого учителя как одного из учителей сикхистской культуры, а это большое количество определенных процессов, то есть это специальное омовение, посещение вот этих культурных центров сикхов, а также это ношение, невозможность бритья волос на голове, бритья волос на лице, а также ношение золотого, серебряного, металлического кольца на пальце, а также ношение металлического браслета на руке и целый ряд каких-то забубонов. Дело в том, что если из этой культуры вышла определенная система, то эта система является сектантской системой. То есть если человек не принимает первоначало этой системы, философию сикхов, то скорее всего, наверное, все остальное просто не будет работать. Можно ли то, что я даю, совмещать с вот этой системой? Я по поводу самой системы сказать ничего не могу. Но я могу вам сказать, что та система, которая разработана мной, и которую я даю людям, она достаточно эффективно помогает человеку прямо феноменально эффективно изменить свою судьбу. Феноменально эффективно полностью изменить судьбу в том направлении, в котором хочет сам человек. В этом и особенность. Не нужно годами и десятилетиями практиковать там Шри-Шикешу, там какую-нибудь йогу, или там практиковать Адвайту, или практиковать там какую-нибудь сублимационную религию там, или еще что-либо. То есть человеку не нужно молиться все года. Человек может использовать вот такие простые очень механизмы практики или философские такие концепции для того, чтобы жизнь была изменена с максимальной эффективностью. Мы, европейцы, нам некогда заниматься йогой, мы, европейцы, нам некогда подолгу осмыслять себя. Мы, европейцы, мы хотим все сегодня, мы хотим все даже не сегодня, мы хотим все на вчера. Нам нужно быстро. Я ученица 3-й ступени.
Прожив с мужем 30 лет несчастливо, дети выросли, теперь он не работает 2 года. А если что зарабатывает, то деньги пропивает, очень агрессивно, хитрит, врет. Передо мной встал вопрос, не жить вместе. После морского курса в Крыму, 37-й, он мучает, но мучает то, что он совсем сопьется. Так поступить по совести и не хочу его тащить. Есть бег. Я еще раз сегодня возвращусь все-таки к идее бега. Есть бег и есть дистанция. Допустим, у меня есть забег. И у меня забег, этот забег можно назвать мой забег счастливой жизни. Я хочу добежать до финишной черты таким образом, чтобы в этой жизни были и яркое материальное благополучие, и хорошее, крепкое, богатырское здоровье, и, наверное, большое количество мудрых идей, а также там успех, фортуна, там собственное имущество, там любовь близких, там здоровые дети, успешная семья, там и так далее. То есть можно сказать, что я себе поставил планки достаточно высокие. Чем выше планка, тем быстрее человеку нужно бежать. Почему? Вот смотрите, когда на кону лежит 1 миллион долларов, то тогда 10 человек будут бежать быстро. А если на кон поставить 10 миллионов долларов, то будут они стараться. Но, скорее всего, если поставить 10 миллионов, они будут стараться. А если положить туда не 10 миллионов долларов, а 100 миллионов долларов, тогда они начнут бежать со всей силы. Да, так же и в нашей жизни. Когда вы ставили маленькие планки, то вы бежали по одной и той же дорожке, и у вас не было никаких идей. То есть вы двигались на пути безмотивационном. Получается, ни ему ничего не нужно было, ни вам ничего не нужно было, и вы бежали, получается, с одной и той же скоростью. В тот момент, когда у вас появились идеи, вы сказали, я хочу жить богато, я хочу жить очень счастливо, у вас появились совершенно другие планки. Вам для того, чтобы добежать до этой финишной ленточки, вам необходимо, Слава помогает, вам необходимо будет бежать быстрее. Он не выдерживает этого бега, потому что у него из-за пьянок ноги поломаны и так далее. Теперь у вас появляется идея такая, вы меня спрашиваете, Андрей Андреевич, я очень сильно бегу, и я хочу добежать вот до этой финишной черты. Нужно ли мне поднимать человека и бежать вместе с этим человеком, несмотря на то, что он одноногий? Я хочу вам сказать, если это человек одноногий, то тогда вы будете медленнее всех бежать к этой финишной черте. Поэтому если у вас есть цели, и эти цели и задачи у вас очень яркие, знайте, что вам необходимо, несмотря ни на что, бежать самостоятельно к финишной черте. При этом не нужно нести на себе, бежать так, чтобы на вас кто-то сидел, а уж тем более нести инвалидов. Поэтому я могу сказать вам, что мое мнение, в случае, если человек не меняется, если он не прислушивается, если вы хотите в дальнейшем достичь тех задач, которые вы себе ставите, вам необходимо создать беспрецедентный поступок для себя и освободиться от того, чтобы в дальнейшем этот человек рядом с вами находился. Сопьется или нет, это уже целиком его персональная судьба. Он никуда не бежит, у него нет задач. То есть или вы должны вместе с ним потерять задачи, либо второе, вы должны вместе с ним бежать. Скажите, если человек бежит, то тот человек, который инвалид, ему тяжелее бежать, чем человеку здоровому? Тяжелее. Андрей Андреевич, перед вебинаром ужасно разболелась голова и поднялась температура. Таблетки не помогают. После что делать? Не пойму причину головной боли. Может ли так влиять программирование Нового года? Нет, конечно, не может. Это у вас, скорее всего, вирус. Может переедание во время Нового года повлиять на функционирование поджелудочной железы, печени и почек. Именно поэтому с сегодняшнего и вчерашнего дня огромное количество людей пишут: Андрей Андреевич, температура, все болит, ничего есть не могу. Я сразу же начинаю писать: пилонефрит, сахарный диабет, панкреатит. После этого идут в больницу и говорят: точно, Андрей Андреевич, вы как в воду смотрели. Конечно, я не в воду смотрел, я знал, что во время Нового года обязательно объедитесь. После этого на второй день обязательно объедитесь и еще раз выпейте. После этого заедите сладким. После этого это для вас будет мощнейшим и тяжелейшим стрессом. А теперь температуры. Вот так. И вошла в новый интернет-проект. Есть ли возможность сказать, будет ли он для меня успешным? Не принесет материальное благополучие. Успешным не будет. С уважением, Светлана.
Светлана, не будет успешным, вы не заработаете на этом проекте, к сожалению. Ирина У. А можно практики программирования 2000 выполнять на Старый Новый год? Ну, можно, да. Привет с Турции. Изучаю первую ступень, с каждым днем все меняется к лучшему. Встречаюсь с молодым человеком, но видимся редко. Планируем переехать в Турцию. Подскажите, мы будем вместе? Заранее благодарю. Вот когда вы изучите первую ступень, потом и задавайте мне этот вопрос. Договорились? Я до того момента, пока человек не изучил первую ступень, помогать человеку и предсказывать ему что-то не буду. В чем может быть причина, что нет по жизни желания действовать, что-либо делать с детства? Тотальное залипание довело до пустоты, нереализованности и одиночеству. Дело в том, что это особенность человека, который говорит о том, что я ищу возможности кого-либо в чем-то обвинить или я ищу возможность обвинить кого-то в своей несостоятельности. Я вам хочу сказать, что тот человек, который знает что-то, что делать, этот человек имеет желание что-то делать. А если человек не знает, то не имеет желания. А здесь какое правильное слово? Слово «знание». Я всегда говорю такие слова. Даже если вы не хотите, обучайтесь-действуйте, действуйте-обучайтесь, обучайтесь-действуйте, отдыхайте, наслаждайтесь-обучайтесь-действуйте. Я хочу вам сказать, какие книги в последнее время на протяжении 1 или 2 лет вы прочитали. Чему они посвящены были, эти книги? Посвящены ли они развитию каких-либо у вас способностей, дара? Каких способностей и дара? Возможно, там игре на каком-то инструменте, возможно, там приготовление пищи каким-то особенным образом. Вообще вы интересуетесь чем-либо? Или там психологией, или еще чем-то. Таким образом, если вы ничем не интересуетесь, то у вас ничего и не будет. Я ученица школы, хочу спросить, оформят документы в этом году на дом, в котором находится квартира моей дочери? Оформят. Каждый урок и ступени надо по 3 месяца прорабатывать, даже больше, и только тогда ты поймешь. Вайда, вы совершенно правы, как всегда. Андрей Андреевич, в Киеве есть движение «АЛЛАТРА» во главе с Игорем Даниловым. Он сейчас пирамиду построил для эксперимента с сознанием. Что вы думаете об этом направлении? Я считаю, что данное направление нейролингвистически программирует людей быть в неадеквате. Я могу сказать, что в целом информация, которая дается, она в большинстве своем популяристическая, неподтвержденная и к эзотерике отношения не имеет. Эзотерика – это наука, которая позволяет создать волны энергии или создать такие элементы или создать понимание того, как работает в мире любая система. Допустим, они не живут вместе. Из-за чего? Эзотерика может объяснить из-за чего. Не продает магазин товар. Из-за чего? Эзотерика может объяснить, почему не продает. При этом, если эзотерика правильная, то она может создать такие формы, или человек может повлиять так, чтобы не делая что-то физически, а делая что-то по-другому, начал продавать магазин, или начали люди выздоравливать, или еще что-то начало происходить. Анна Ром пишет: хочу выразить вам свою благодарность за коды заклинания семинары СНГ «Доктрина бизнеса и программирования 2017». В течение года стало меняться сознание, взгляд на себя со стороны. Еще в августе я была брошенной и безработной, а сейчас у меня небольшой, но свой бизнес, и прекрасно встретила Новый год и семинар программирования 2018 посеял свои зернышки. Скоро буду собирать урожай. С праздниками вас и вашу семью. Ой, спасибо, так приятно. Надо ли носить талисманы, если носишь золотую семиконечную звезду? Нет, золотая семиконечная звезда – это мощнейший талисман. Но не забывайте строить еще эзотерическую семиконечную звезду, символ подключения к энергии нашей школы. Перед вебинаром ответил. В чем может быть причина, что нет по жизни желания действовать? Ответил. С Новым годом вашу семью, своего рода, семейный детский... Ага. Мы с подругой запланировали в скором времени открытие «Честный детский сад». И не один, начните с одного, с направлением обучения, консультации родителей, своего рода семейный детский сад. Я сейчас работаю в государственном саду, получится у нас это сделать, пожалуйста.
Смело этим занимайтесь. Любой детский сад, коммерческий, некоммерческий, правильный, неправильный, всегда работает и всегда приносил плоды. Детских садов, как известно, всегда не хватает. Детские сады – это необходимость на сегодняшний день. Я вам говорю это как родитель, у которого есть несколько детей. Поэтому смело, нет ни одного человека, который бы открывал школу, детский сад, институт, и у него бы ничего не получилось. Поверьте, это один из самых выгодных видов бизнеса. Это же услуга, а услуга, как известно, самый простой и самый рентабельный бизнес. У мужа уже больше 6 месяцев назад пропал отец. Он найдется? А вы знаете, скорее всего найдется. Вы представляете? Как узнать, каким ремеслом мне заниматься, чтобы стать богатым? Или мои тона не позволят мне разбогатеть в любом деле? Спасибо за ваши ответы. Благодаря им много проясняется. Друзья мои, чем выше тона у человека, тем больше у человека денег. Соня, скажи, чем выше, тем больше? Да, так и есть. Вот моя жена подтверждает, чем выше у человека тонов, тем больше у него денег. Я очень часто дома ругаюсь по поводу того, что у человека должны подниматься тона. Они у него поднимаются, когда человек радуется, а не страдает. А когда человек страдает, то они у него опускаются. Вот смотрите, я страдаю, тона опускается, денег меньше. Я радуюсь, тона поднимается, денег больше. Конец. Такая особенность. Скажите, насколько вы радуетесь тому, чем вы занимаетесь? Насколько вообще в вашей жизни радость, сопутствующая вам состоянию? Радость невозможна, если предварительно не появляется удивление. Поэтому если человек хочет быть богатым, он должен научить себя удивляться, и потом радость сама по себе будет приходить. Давай я покажу розу и покажу, как она может удивляться. Давай, удивляйся. Смотрите, она удивлялась, а теперь радуется. Ага, ура! Ну, давай, мы с тобой выпьем за любовь. Давай, Роза, бери. Своим одним зубиком. Давай. Мы сейчас с Розой будем поднимать тост, ура, из золотых рюмок. Все, дорогие товарищи, всем здоровья. Смотрите, вот ребенок, он умудряется удивляться и умудряется после этого радоваться. Есть радость, есть удивление, будет ребенок здоровый. Когда родители кричат, когда у ребенка какие-то вот амбиции врожденные, нет радости, нет удивления. Вообще я хочу вам сказать, у вас дома в семье проблемы, вы, мужчина, удивляйте свою женщину, она от этого будет радоваться. Таким образом будет подниматься тона у всех. Естественно, когда женщина кушает и не хочет при этом, и страдает, естественно, тона падают, понимаете? Нужно удивляться все время. Удивление является основным ключевым элементом. Удивляйся, Роза, удивляйся. Удивляйся, моя красота. Я ученица, сейчас придут еще 2 удивленных, я вам сейчас их покажу. Хочу работать тарологом, но боюсь потратить радость. Или когда платят, этого не происходит. Когда платят, этого не происходит. Но здесь одна особенность. Когда платят больше, чем вы отдали, то тогда это происходит. Поэтому в случае, если вы чувствуете, что вы не зарабатываете $100, а просто стрельнули, как бы сбили с этих людей. Слава хочет передать всем привет. Привет. Давай, с Новым годом говори. С Новым годом всех. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Дети планируют переехать в Тольятти. Получится ли там устроиться? Получится, пусть едут. Как узнать, каким ремеслом заниматься, чтобы стать богатым? Друзья мои, поднимайте тона. Каким ремеслом можно заниматься? Не торопитесь. Вообще возраст 41 год, возраст 45 лет – это возраст, когда каждому человеку в его судьбе дается шанс быть богатым. Естественно, об этом эзотерики знают. Именно поэтому очень часто делают все для того, чтобы заставить человека иметь к возрасту 41-45 лет уже яркую
алкогольную зависимость или яркую там какую-нибудь еще зависимость, развращенность какую-нибудь яркую. В случае, если у вас это есть и вам уже 41 год, то вам необходимо срочно бросить принимать алкоголь, бросить бегать налево и направо, найти одну женщину и стать за 5-6 лет богатым человеком. Я вам просто это обещаю, это произойдет. Ольга, минут назад Андрей Андреевич, смотря ваши вебинары, вы где-то сказали, что духовный рост невозможен, если не совершить обряд изгнания голодных духов. Как же быть? Вроде что-то начинается налаживать, и бац, снова крах, хочу приобрести семинар обрядовой магии. Но вы уже ответили, что нужно пройти 4 ступени. Что же делать, ученица первой ступени? Я обязательно, вам необходимо вот что делать, приезжайте ко мне на морской курс. Я на морском курсе поубираю вам все вот эти духи и так далее. Я вам это могу помочь сделать, понимаете? Ничто не может так помочь, как бы толкнуть вас или вашу... Есть такое понятие, оно не в эзотерике, а в физике. Это понятие, которое называется мертвая точка. То есть самое сложное это столкнуть машину с мертвой точки, столкнуть какой-нибудь или совершить, или начальное действие совершить, на него обычно больше всего энергии тратится. Вот ваша жизнь это мертвая точка. Вы в ней, в этой мертвой точке стоите и не можете никак стартануть. И когда попадаете ко мне, то я, конечно же, помогаю вам сдвинуться с этой мертвой точки, для того, чтобы жизнь начала раскручиваться. Подскажите, сможем отремонтировать дом в деревне, переехать жить в деревню? Конечно, сможете. Есть завязанные стрелки на часах, отпали, и кокос заплесневел. Ой, боже, значит ли это что-то плохое? Смотрите, если стрелки на часах, то тогда желание не может быть исполненным. Если кокос, то тогда, если человек будет заниматься привлечением в жизнь материального благополучия, то это может повредить его здоровью. То есть, видимо, у вас есть свои, наверное, какие-то идеи, то есть вы считаете, что вот можно заработать только так. Если ускорить процесс зарабатывания денег только так, как вы умеете это делать, то это, скорее всего, может привести или крах, или какие-нибудь тяжелые состояния, болезни, там, проблемы со здоровьем. Пожалуйста, встретила мужчину, у которого полностью совпадает со мной дата рождения. Мы стрельцы, а оба тельцы 71 года. Возможен счастливый союз между нами? Да, если вы сможете убрать у себя лишь одно качество, это качество называется обидчивость, и второе качество – это желание друг друга обучать или критиковать. Костомата Татьяна. Приветствуем вам и вашей семьи из Беларуси. Огромной сердечной благодарностью к учению в школе. Проработала первый семинар исполнения желаний. Как быстро выйти замуж и заклинания. За 10 лет мыторства по космоэнергетике. Сен, теургии и рейки. Я счастлива, что нашла вашу школу. Практикую заклинания 17 июня каждый день по схеме. Правильно. Молодец. По схеме очищающей, заполняющей, дальше по темам. Каждое утро... Каждое утро утренние практики, ставлю программы. Наконец-то жизнь улучшается. Я встретила человека, о котором мечтала. И работала над собой много лет. Но не могу уехать к нему, чтобы выйти замуж и родить еще ребенка. Нужно уладить дома еще. 4 года назад решили с мамой, что продадим дом. Он хороший, с ремонтом. Практиковали, и бабочек дарила объявление с темой. Для чего покупался по вашей системе? Нужно продать дом, если скажите, продам я свой дом к весне. Любой ответ. Ни к весне не продадите, продадите к осени. Вам очень хочется. Для того, чтобы продать дом, нужно, чтобы этого не хотелось. Это такая проблема, знаете, обычно, когда хочется, то обычно это не продается. Что нужно делать? Я хочу вам посоветовать дышать. Есть такая практика, называется чакровое дыхание. По утрам дышите. То есть каждое утро вставайте утром и 1-2 минуты очень быстро дышите. Там первая чакра, вторая, третья еще быстрее, так до 7 обратно. Это увеличит скорость событий в вашей жизни, и вы сможете очень быстро все изменить. Скажите, есть ли люди, которые достигли такого уровня эзотерики, когда могут сознательно переродиться там, где им необходимо, и помнить свое перерождение?
я очень доволен своей жизнью, она мне нравится сейчас. Но жизнь каждого человека устроена таким образом, что для того, чтобы понять, насколько хорошо может быть, человек должен предварительно понять, насколько плохо может быть. Вы понимаете, человек, когда попадает в плохие ситуации или когда попадает в плохие истории какие-то, то он может идти двумя путями. Он может сделать вывод и в дальнейшем ценить свою жизнь. И второе, он может не сделать вывод, а обозлиться и дальше быть человеком, который разрушает и который становится вот таким вот, ну, может быть, черным человеком. Очень часто у людей появляется, особенно в молодом возрасте, из-за незнания философских доктрин, появляются тяжелые ситуации. То есть им кажется, что там нет решения, им кажется, что что-то произошло, и это наверняка ухудшит их судьбу, или болезнь появляется у человека. Но после того, когда болезнь появилась и болезнь эта отступила, то у человека появляется потом оценивание своей жизни. Вот в моей жизни это было так. То есть сейчас я более ценю финансовое и материальное благополучие, потому что у меня многократно были финансовые и материальные потери. Я очень ценю свою семью, потому что у меня до этого были неуспешные какие-то моменты, которые были связаны с семьей. Мне очень нравится заботиться о своем здоровье. Я даже для себя создал компанию «Тибетская формула». Сам же эти препараты принимаю, потому что для меня важно заботиться о своем здоровье и начинать это делать уже сейчас. Почему? Дело в том, что было что-то плохое наверняка, потому что это плохое могло стимулировать меня к тому, чтобы я начал делать что-то хорошее в жизни и оценивать что-то хорошее в жизни в том числе. Естественно, хотел бы я, чтобы в следующей жизни все мои воспоминания этой жизни вернулись. Мой ответ такой: нет. Мой ответ такой: я бы не хотел, чтобы воспоминания этой жизни вернулись ко мне. Мне это не нужно. Почему? Я не хочу снова вспоминать плохие минуты в жизни, не хочу вспоминать свои ошибки. Но дело в том, что если я не буду вспоминать ошибки, я не смогу вспомнить в дальнейшем причину и последствия в виде хороших идей. То есть если я не буду помнить, насколько мне было плохо с отцом, то я не смогу и вспомнить, что я решил стать все-таки хорошим отцом и был хорошим отцом. Понимаете? То есть если я не буду вспоминать плохое, то я не смогу вспомнить и то хорошее, которое воспитало мне совершенно иное отношение. Естественно, если ты не хочешь помнить плохое, а хочешь помнить только хорошее, то знай, что хорошее это обычно появляется впоследствии после чего-то плохого. Таким образом, я могу сказать, что если бы у меня была возможность переродиться и помнить прошлые воспоминания, то я бы вам сказал, что я бы не хотел, чтобы это в моей жизни происходило. Именно поэтому я хочу сказать, что воспоминания, скорее всего, мне не нужны. Ну а что же мне нужно? Мне нужны качества, которые я могу наработать вот в этой жизни. Без объяснения веселья, без объяснения неунывания, без объяснения мотивация, без объяснения желания жить, без объяснения желания быть здоровым. А ведь эти качества я обрел их на протяжении этой жизни. Зачем же мне воспоминания, если воспоминания создадут снова логарифмы или какие-то последовательные мысли, то если я наработаю качество, то я буду сам по себе всегда счастливым. Вы смотрите, в этой жизни я понял, что такое быть счастливым. Скорее всего, если я буду рожден в следующей жизни, то это качество мне передастся с этой жизни. Я буду с самого детства радостным. То есть я буду весельчаком, буду радостным. У меня будет внутренняя энергия, которая будет позволять мне не отчаиваться. Это же и называется кармический рост судьбы во время перерождения. Тогда вопрос, насколько это необходимо перерождаться так, чтобы помнить прошлый опыт. Я считаю это неправильным. Андрей Андреевич, выйди ли я замуж вообще? Просто без эзотерики у меня никогда не получилось. Ученица первой ступени. Конечно, выйдите. Деньги нужно носить в правом кармане или левом для приумножения, учитывая ваджарную сатвическую энергию. Лучше в левом, но это не принципиально. Деньги можно носить на карте. Нужно не носить деньги
Нужно на этом не сосредотачиваться. Не нужно носить деньги, не носить деньги. Нужно использовать философскую доктрину, среди которой деньги текут туда, куда течет любовь. Вот я глажу жену, она меня любит, ко мне текут деньги. Вот я сегодня подошел, обнял близких. В этот момент я для них что-то сделал. После этого момента ко мне потекли деньги. Понимаете? Здесь нужно понимать вообще саму систему движения энергии денег. Понимаете? Можно ли определить, насколько у человека что-то получается? Я после Нового года, скорее всего, после мартовских курсов приеду и постараюсь даже заснять на видео, выберу в разных направлениях разные направления выберу и в каждом направлении попытаюсь что-то создать. Допустим, там, мы создаем цех по производству там, вязаных шерстяных носков. Или мы создаем цех по производству там, батончиков. Или мы посредники. Там, или мы там снимаем квартиру, ее сдаем. Или мы там еще чем-то занимаемся. Или мы там что-то придумали и там начинаем это изготавливать. Я хочу это заснять и показать, что каждый человек с малой суммой денег может гипотетически совершенно в любом случае достигать, иметь возможности для материального роста. То есть я попытаюсь это вам показать, как это делается. Дочь собирается поступать в институт Китай, можно ли ее отпускать? Все будет отлично. Смело, да, пусть едет. Выйду ли я замуж вообще? Выйдете. Скажите, пожалуйста, какое направление в работе, персональном бизнесе лучше всего подойдет мне? Скажите, пожалуйста, все, что связано с проектированием и строительством. Скажите, пожалуйста, забеременею ли я в этом году? Заранее спасибо. Ученица 4 ступени. Марина, скорее всего, нет. Можно ли сделать двое четок желаний на 2018? Нет, нет, нельзя, только одни. Андрей Андреевич, скажите, у меня в этом году получится много зарабатывать? Еще нет, но в дальнейшем получится. Я ученица школы, скажите, пожалуйста, хочу заняться выпечкой, но пока у меня нет денег, получится ли у меня? Для того, чтобы заниматься выпечкой, много денег не нужно. Нужна духовка. А для того, чтобы духовка была, можно купить духовку, они сейчас недорогие, иметь недвижимость какую-нибудь и там поставить духовку, начать вот так выпекать и уже начать по чуть-чуть это продавать. Особенность такого бизнеса не заключается в том, что вы что-то делаете, она заключается в том, кому вы будете продавать и насколько это будет им интересно получать. В этом году мы запланировали с мужем купить квартиру в Израиле. Вопрос: купим? Благодарю, Вера. Скорее всего, да. Смотрите, ребята, я бы не хотел отвечать на вопросы и не хотел бы, чтобы вы меня использовали исключительно как эзотерика безвозмездного. Если вы хотите задать мне вопрос, то давайте сделаем это так. Вы вносите пожертвование, нажимаете на синюю кнопку, после этого пишите «внесла пожертвование», ответьте на вопрос, и я вам буду на этот вопрос отвечать, потому что это выглядит не очень хорошо. Вы меня просто юзаете. Пожалуйста, поделитесь своим мнением по поводу финансовой ситуации в Великобритании. Что будет с фунтом, вообще какое будущее этой страны? Благодарю. Великобритания и Англия в целом будут увеличивать свое статусное влияние в Евросоюзе, а также фунт никогда не будет падать, он будет иметь ярко выраженный рост, все будет хорошо. Андрей Андреевич, хочу пойти на курс, не могу выбрать между 2.1. Начинается 16.2, а второй начинается 27.2. Скажите, на какой лучше? Идите на 16.2. Мы ученики школы, закончили вторую ступень, подскажите. В этом году какой благоприятный период для бракосочетания? Спасибо. Как и в прошлом году, он самый лучший, это 5 сентября тире до 23 сентября. Это самый лучший период. И с 28 апреля по 9 мая. 27 апреля по 9 мая. Пожалуйста, на какую учебу мне пойти, связанную с косметологией или натуропатией? С косметологией. Собирается поступать в институт Китай? Можно. Я ученица школы, как получить подключение под школу? Если вы ученица школы, то вы посвящение получаете во время прохождения первой ступени.
подключения, когда вы начинаете читать мантру нашей школы, которую я даю на 3-й ступени обновленной. Там Рамхаум, там Намах, там Рамхаум, там Соха. В пятницу, 13 января, потеряла работу. Теряю жилье, документы, все двери закрываются, везде отказы. Что делать, ученица 1-й ступени? Рисуйте шестиконечную звезду на груди. Читайте мантру. Где же там у нас мантра? Рисуйте шестиконечную звезду на груди. Читайте мантру обретения работы. Сейчас кто-нибудь обязательно подскажет, я уже не помню. Как у нас мантра обретения работы? Ом дуалет зунди соха, точно. Ом дуалет зунди соха. Подруга предлагает сетевой бизнес, ну просто захвалила его, я только зарегистрировалась, а вот пакет купить, ну никак рука не поднимается. Подскажите, правильно я поступаю? Нет, неправильно поступаете. Выйти ли я замуж вообще, просто без эзотерики? Уже ответил, выйдите, с вас $30 оплачивайте. Ученица 1-й ступени, вижу картинки, события, которые через минуту или 2 происходят реально. Видела аварию, которая случилась реально через 2 минуты. Подскажи, что с этим делать, что с этим делать? Ничего не делать, продолжайте обучаться, проходите ступени, все станет на свои места. Прохожу 1-ю ступень, читаю заклинания на деньги, клиенты исчезли. Доходы уменьшились, так должно быть. Во время того, когда у человека происходит движение вверх, то у него не улучшается состояние, ухудшается. Ничего не бойтесь. Главное, не отменяйте чтение вот этих заклинаний, вас прорвет. Быстро-быстро проходите 2-ю и 3-ю ступень. После 3-й ступени у всех поднимается материальное благополучие. Андрей Андреевич изучает 3-ю ступень, от нее в восторге. Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне уйти со старой работы? Могу ли я найти новую? Конечно. Могу выполнять практику на замужество с книгой, где надо делать выводы 108 раз на скачанной книге в телефоне или брать настоящую книгу. Как хотите. Я ученица школы. Хочу заняться выпечкой, пока нет денег, ответил. Если во время чтения мантры палочка догорает, нужно ли зажигать другую? Палочку нужно зажигать, и она не обязательно должна гореть во время того, когда вы читаете мантру. Можно зажечь, почистить помещение, почувствовать вот этот вкус, обрести состояние радости за счет запаха и потушить ее. Куплю новую квартиру. Сын сдаст КМС в феврале или в марте 2018 года. Друзья мои, пишем, несла пожертвования. Мой дом находится в зоне сноса много лет. Очень ждем сноса. Подскажите, снесут наши дома или нам не стоит надеяться? Снесут дома. Большое спасибо за знак Тоэдо. Работает прекрасно. Как бороться с вредоносным насекомым? Подскажите, пожалуйста. Берете насекомое в руку, делаете вдох, и после этого представляете, будто это насекомое дало вам белую энергию. После этого это насекомое не убивайте, отпускайте. Могу сказать, что после того, когда на нас напала моль, я так сделал несколько раз, и после этого они благополучно сами по себе куда-то делись. Остались только несколько человек. А, кстати, поисчезали они, да? Не, моль. У нас появилась моль, ее было немного, и убивать их не хотелось, поэтому сделал вот такой вот обряд. Хочу заняться выпечкой, уже ответил. Вы что, не слышите, что я вам говорю? Начать свой бизнес, подскажите, какую литературу нужно читать перед тем, как начинать свое дело? Нужно сказать, чем вы собираетесь заниматься. Есть хороший бизнес, называется строить русские печи. После этого начинаете изучать, как строить русскую печь, и в какой-то момент понимаете, что вы не хотите заниматься строительством русской печи. Тогда переходите к тому, что называется изготовление суши. А вы знаете, что в России этот бизнес совершенно не раскручен сейчас, что люди бы хотели получать или кушать суши, а они кушают, потому что их никто толком делать не умеет. Поэтому очень неплохо и в Казахстане, и в России открывать по чуть-чуть суши-рестораны, суши-бары, которые могли бы быть, очень легко делать разные продукты питания. Смотрите, легко делается вермишель, легко делать суши, легко делать там булочки какие-то. Исполнится ли мечта построить дом? Да. Хочу забеременеть, есть препараты. Корунеш. Слушай шумы для беременности, как часто можно слушать шум? Хоть целый день. Выйду ли я замуж в этом году? Ребята. Хочу уехать в Польшу. Итак, я заканчиваю наш семинар. У нас 8 часов. И, скорее всего, до 1 марта я его проводить не буду. Объясню почему.
Это связано с тем, что вы меня юзаете, друзья мои. Я считаю, что юзать меня не нужно. Если вы хотите задавать мне вопросы, то едьте ко мне на первую ступень, вернее, едьте ко мне на морской курс, там задавайте вопросы. Выйду я замуж, там будет у меня, выйдет сын там замуж и так далее. Так не должно быть, я не хочу этого. Внесла пожертвование, выйду ли я замуж или так и буду впоследствии одна. Уже была один раз и есть 2 детей, и мои дети хотят полноценную семью. Но результата пока нет. Правильно я делаю, может наоборот, надо уйти с этих сайтов и ждать реальной встречи. Может он вообще в другом городе. Меньше думайте, вы выйдете замуж. Какой вид бизнеса наиболее мне подходит, удастся ли разбогатеть в 2018 году? Нет, не удастся разбогатеть в 2018 году. Чтобы разбогатеть, человеку нужно время. Обычно это от 6 лет до 8 лет. Обычно человек не может очень быстро разбогатеть. Концепция богатства заключается в том, что богатый человек – это тот, кто ставит задачи другим людям и контролирует их исполнение. Из этого следует, что человек должен уметь ставить задачи, ему нужно для кого-то эти задачи формировать и так далее. В какой-то момент почувствовала сильную боль в груди, тут же попросила вас о помощи. Как вы нас учили, через минут боль прошла. Ура, огромная вам благодарность, Андрей Андреевич. Пользуйтесь. Будет проводиться следующий морской курс. Живу в Израиле, приехать в Египет не могу. Конечно. Можно, чтобы следующий курс был на месте, доступном для иностранцев. Да, скорее всего, будет в месте, доступным для иностранцев. Какой вид бизнеса? Ответил. Создание предприятия, которое работало бы. Есть такая книга. Ну вот, я бы на вашем месте читал бы вот что. Очень интересный есть сайт такой, этот сайт называется «Патенты». РУ-патент, патент.ру, там, РУ-финанс, финанс.ру-патент, там какие-то вот такие патенты Российской Федерации и мировые патенты. Когда начинаешь читать патенты, то начинаешь понимать, что вот это все очень несложно делается, потому что они описаны, там, патент делать вареники, патент делать там проволоку, патент там делать из устриц, кальций, там куча этих патентов, их там миллионы. После этого из пробкового делать из косточки оливковой масло, ну и там так много всего, слушайте, там такое большое количество, как сделать из кофе таблетки для кофемашин, ну и там все эти патенты, они все запатентированы. Меняйте чуть-чуть патент или покупайте патент и начинайте этим заниматься. Я ученица школы до 12 января, я бы хотела приехать в офис к вам. Я приехала в Киев, можно? Вы будете какие-то дни в офисе? Мне очень нужно за сына узнать. Несу пожертвования на месте, уже приезжала 2 года назад. Вы сказали, он бросит сам, уже 2 года не бросил. Кто поможет? Ему 35 лет. Может, с девушкой познакомить или сначала бросить пить, и вы сможете помочь. Приезжайте ко мне, когда я буду? 9 числа. Я буду 9 и 10. Если получается, 9 и 10 приму, дальше не буду. Очень хочу купить вашу новую книгу «Библия Дуйко». Когда вы планируете ее издать? Уже вот сейчас делается, она будет носить другое название. Сегодня вот целый день думал, скорее всего, сегодня вечером еще буду писать. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли повторить на Старый Новый год какие-нибудь практики из программирования 2018? Он 10 можно повторить. Сейчас вот Старый Новый год можете все и повторить, очень интересно. Стоит ли в кошельке носить талисманы для денег или при философии денег в этом нет смысла? Нет смысла. Расскажите про эзотерику Ротшильдов. Виктор Одинцов, Андрей Андреевич, замкнутый круг получается. Вы говорите, что прошлое, не важно. Важно настоящее. Но прошлое – это же знание, опыт, который формирует тебя настоящего. Как же тогда быть? Ответ есть к этому. Смотрите. В прошлом я научился ложить кирпичи. И после этого меня ударили по голове. И я забыл свое прошлое. Скажите, смогу ли я забыть опыт или рефлекс, который есть у меня? Я после этого могу взять мастеров, могу взять кирпичи, и я буду знать, как ложить мне кирпичи. Тогда скажите, оказывается, если я потеряю память и потеряю все, что было в моей памяти из прошлого, то разве опыт прошлого у меня исчезнет?
ответ в этом звучит так: опыт от прошлого не исчезнет, если я потеряю идеи или мысли, или опыт прошлой своей жизни. Ответил на вопрос. Скажите, он вам понятен? Таким образом, если я умел ездить на машине и меня научили ездить в детстве, то в случае, если я потеряю память, то тогда я все равно буду продолжать ездить на машине, потому что этот опыт у меня сохранится. Тогда скажите, зачем эта история прошлого, если опыт все равно не связан с историями прошлого? А обычно я говорю, как раз подразумевая истории прошлого, я обычно говорю, зачем нам истории прошлого, если они никак не влияют уже на нынешний опыт? Тогда вопрос, зачем эти истории нужны? Тогда можно эти истории запросто не вспоминать или похоронить, тогда это никаким образом не повлияет на наш опыт, потому что этот опыт где-то в другом месте у нас находится. Подскажите, когда будет посвящение второй ступени? Оно будет в марте. Библия Дуйко очень интересно. Думаю, что и другим участникам вебинара будет интересно. Нет, давайте подождем немножко. Когда я эту книгу допишу, я ее обязательно ее покажу и обязательно скажу, где ее покупать. Я прошла первую ступень. Можно ли заниматься развитием ясновидения, часть 1 и 2? Вы можете начинать заниматься развитием ясновидения после первой ступени. Могу сказать, что это один из самых лучших моих семинаров. Я могу сказать, что семинар ясновидения 2 часть, эзотерическое целительство, вот последняя, которую я проводил, я не помню, как оно называется, там с Авитуром работа. А также семинар, который называется «Заклинание 1-2 часть». Дальше Ситхи Саунд, дальше Sunshine Кокон, 1-2 часть, сексуальная магия для привлечения денег. Это одни из самых лучших моих семинаров. Я считаю, что они потрясающие, божественные. Просто я считаю, что совершенно каждому человеку они нужны. Приобрела ваш вебинар «Кубики». Очень рада, что приобрела. У меня вопрос. Как получить духовное имя у вас? Для практики, о которой там говорится. Это называется сома. Для обретения духовного имени вам необходимо обязательно со мной встретиться тет-а-тет. Вам необходимо мне принести и дать в руки там что-то, что я бы мог съесть, и мне бы от этого было очень приятно. То есть там конфеты, печенье, яблоки, грейпфруты, бананы, вино и там будь что. То есть если вы мне это даете, после этого я даю вам духовное имя. Можно ли на расстоянии? Можно на расстоянии, то есть пишите свою фамилию, имя, отчество, год рождения, после этого пишите «хочу получить духовное имя», ложите какие-то продукты питания в посылку, отправляйте в Киев. После этого мы это получаем. Сейчас я понимаю, что я сказал. Сейчас у нас продукты питания поедут в Киев. Да? Там... Спросите у Сони, что больше всего я люблю. Доктор, я могу после операции играть на скрипке? Конечно, сможете. Вот здорово, до операции не умела, теперь смогу. Оригинально. Галина Холод. Андрей Андреевич, можно делать договор на пхалам на строящийся бизнес? Нет, бизнес должен уже работать. Андрей Андреевич, спасибо вам. Предложили работу директора в магазине, использовал ваши техники. В магазине бум продаж, хотя до этого была тишина. Правильно ли использовать ваши техники, если это не личный бизнес? Правильно. Подскажите, что мне нужно изменить в себе, чтобы стать лучше? Для того, чтобы стать лучше, человек должен знать, что для того, чтобы быть лучше, он должен быть добрее. Первое – доброта по отношению к себе. Второе – это доброта, это значит не критиковать и не анализировать. Доброта по отношению к близким – это значит не критиковать, не анализировать. Доброта по отношению к миру – это значит не критиковать, не анализировать. Конец. Таким образом, чтобы стать лучше, человек должен обрести доброту, что значит быть добрее, а еще не критиковать и не анализировать. Ой, а вот помнишь, как было? Анализ, воспоминания. Вот ты не такая, критика. Все, если есть критика, если есть анализ, то тогда человек не лучше, а хуже. Естественно, чем больше критики, тем больше или тем хуже человек. Вот я вчера смотрел на одного из политиков, и этот человек, он устроен так, что он начинает всегда с критики. То есть такое ощущение, как будто он ко всему миру имеет претензию, критикуя каждого. То есть там я смотрел, как он общается, он начинает с критики, тут же заставляет критиковать человека, тут же пытается его обучать, этого человека.
Я представляю, как с этим человеком живут его близкие люди. Они же не могут комфортно жить, потому что у него бесконечная критика. Но если человек критикует окружающий мир, то он еще и подвержен внутренней критике. Этому человеку, скорее всего, и его семье живется тяжело. Когда вы проведете ритуал для провода душ детей после аборта? Поехать на морской курс пока нет возможности. Когда я приеду 1 марта, отправляйте мне пеленки в Украину, я проведу. На какой адрес отправлять посылку, где можно уточнить? Можно ли написать ВК в Софии для уточнения адреса? Пишите София, она все мне передает. Подскажи, стоит ли покупать готовый бизнес аптека? Сейчас раскручивается свой медицинский центр. Смело покупайте. Здравствуйте, добро. Это здорово, вы правы, добро не купишь. Ученица первой ступени, я предприниматель. Взятки никто никогда не давал. Однажды, просматривая ваше заклинание, увидел заклинание, чтобы удачно брать взятки. Прочитала. Проходит 20 минут. Звонит товарищ, просит взять для него взятку небольшую. За это он мне платит процент. Работает все. Ужас какой. Дожились. Скажите, пожалуйста, работа через центр трансляции. Как узнать? Эта информация именно та, если какие-то признаки или состояние подтверждения. Это очень рано. Очень рано. Рано снимать информацию через центр трансляции. Проходите ясновидение, 1-я, 2-я часть. Потом начнете все это видеть. Мне очень нравится практика с диафрагмальным дыханием, но после дыхания у меня была ангина. Сколько начинала, столько было, даже летом. Нужно ли дальше продолжать, несмотря ни на что? У меня есть совет. Вам не хватает обычно слизи. Вам надо обязательно увеличить слизь и желчь. И слизь и желчь находятся одновременно в сливочном масле. После того, когда вы дышите, заканчиваете это съеданием 1 чайной ложки сливочного масла, рассасывая его. Как понять, что 1-я ступень уже пройдена и можно переходить ко 2-й? Что является показателем или продвижением, что ступень пройдена правильно? Смело переходите с 1-й на 2-ю ступень. Смело переходите, ничего не бойтесь. Я даже не могу объяснить сейчас. Вы знаете, скорее всего, можно было бы это сделать, но у нас, к сожалению, времени нет. У нас 10 минут осталось. Сейчас придут девочки, и на этом трансляция закончится просто. Андрей Андреевич, как понять, что 1-я ступень пройдена? Ответил. Почему нет ваших изданий, книг и газет в розничной продаже в России? Или вообще нет? Займитесь этим. Наша школа, она еще и общественная. Для того, чтобы у нас появилось это в подписном индексе России, кто-то должен этим заняться. Вот у вас претензия, а вы возьмите и сделайте. Скажите или напишите мне письмо: Андрей Андреевич, я хочу заниматься распространением ваших книг на территории Российской Федерации. И я вам дам такую возможность. Скажите, пожалуйста, построю ли я в этом году 1-й дом? Постройте. 31 декабря была прогулка по Праге рядом с домом. Вдруг поняла, что эзотерика открывает ранее закрытые невидимые двери. Было объявление, приглашением которое воспользовалось, зайти на территорию отеля «Алхимист», посмотреть на Бетлем и елку, восхищаться красотой, поблагодарить ангела, пройти 2 улицами сокращенным путем и увидеть антикварные вещи, которые захотелось иметь. Андрей Андреевич, спасибо вам и себе. Друзья мои, не надо путать Андрея Андреевича и ангелов. Я никогда не говорил о том, что человек должен работать с ангелами. Этого в моей школе нет. Я считаю, что работа с ангелами – это полная чепуха. Это в моей эзотерике не практикуется. Почему? Я умею просматривать людей, я могу вам сказать, что в тот момент, когда вы считаете, что с вами ангелы разговаривают, с вами вообще непонятно, кто разговаривает. В лучшем случае это шизофрения. А потом вы заморачиваетесь над этим. Я могу сказать, что это очень плохо. Вы в дальнейшем просто или себя психически больными делаете, либо в дальнейшем у вас появляются неприятности, потому что вы думаете, это ангелы, на самом деле это что попало там. Андрей Андреевич, философский вопрос от атеиста. Если человека создал Бог, кто тогда создал Бога? Ведь если Бог был всегда, по логике, тогда и человек всегда существовал. Хороший вопрос, на него очень несложно ответить. Любой атеист должен понимать, что все, что доказывается при помощи цифр, это является доказательством.
Смотрите. Давайте поздороваемся. Потом. Здрасте, как дела? Скажи, как дела? Что? Водичка на водичке. Скажи, давай поздравим всех с Новым годом. Поздравляю с Новым годом, скажи. Говори, поздравляю. Говори, поздравляю. Можешь вот так сделать? Вот туда. Ты папину? Дай поцелуй папу тогда. Спасибо, спасибо. Давай магию сделаем. Поздравляем с Новым годом. Ура! Маша, иди ко мне на ручку. Маша, иди ко мне на ручку. Иди к папе на ручку. И Маша тоже хочет поздравить всех с Новым годом. Маша, поздравь всех. Давай сделаем магию. Поздравляем всех с Новым годом. Давай, поздравляем всех с Новым годом. Не хватит, Маша. Ага. По поводу атеистов я могу сказать следующее. Смотрите, цифра 1, она является цифрой. То есть можно ли сказать, что цифра 1, она может посчитать предмет? Или цифра 1 не может посчитать предмет? Смотрите, если предмет есть, то она 1 или не 1? А если цифра является тем, что может посчитать предмет, то тогда она может считаться тоже оболочкой материальной. То есть если этой цифре дано слово цифра, то сама цифра является материальным объектом. Ведь цифру можно нарисовать, цифру можно обозначить, цифру можно показать пальцем. То есть цифра – это материальный объект. Тогда скажите, что быстрее появилась, цифра или появился объект для цифры? Таким образом можно сказать, что, скажите, ее не существовало или она существовала всегда, цифра? То есть цифра 1, до того момента, пока ее не знали, что она цифра 1, ее не воспринимали, а потом, когда узнали, то скажите, что появилось сначала, цифра 1 или появилась идея о том, что она все-таки существует? То есть что было в начале? То есть вот я как атеист тоже хочу узнать, цифра 1, она появилась в начале того, как она появилась, либо она появилась после того, когда о ней начали говорить или ее обозначили. Может ли цифра 1 являться элементом нематериальным? Я могу сказать, что это элемент материальный, потому что в любом случае, когда я вижу, сколько предметов у меня стоит, и меня просят посчитать, я ставлю палец на этот предмет и говорю, предмет 1. Таким образом, можно сказать, что предмет 1 является элементом материальной оболочки, а цифра, будучи нематериальной, является все же материальной. То же самое и с Богом. Вы представляете, Бог это как цифра 1. Бога не видели, Он существовал всегда, и Он всегда был. Но когда о Нем начали говорить, то Он начал принимать свою вот такую физическую форму. А на самом деле эта энергия, она существовала всегда. А человек это существо, которое получило оболочку, и это существо имеет прошлое, имеет настоящее и будущее. И также его жизнь закономерна. Жизнь же Бога незакономерная, она всегда будет присутствовать. Можно ли доказательства Бога атеисту доказать? Можно. Каким образом? Смотрите, сегодня скажите себе, скоро у меня появится, и скажите, что у вас должно появиться. Скоро у меня появится там $100. После этого, если и повторяйте это ежедневно, если эти $100 у вас появятся, то тогда это будет доказательством того, что это для вас кто-то создал. Почему? Потому что если вы просили, то тогда это кто-то должен был создавать. Тогда вопрос, кто для вас это создал? Если это для вас создал Бог, то тогда это является доказательством Бога. Любое желание или любая вера, которую проявляет человек, которая исполняется, доказывает то, что Бог на земле существует. Ой, кто это мне свечку принес? Ты хочешь свечку? Чтобы я зажег. Сегодня пятница, зажжем свечку сейчас.
Есть ли смысл, живя в многоквартирном доме на ночь возле кровати, ставить чашу с маслом для очищения, или это можно делать, живя ли в частном доме? Можно, конечно. Продаст ли дом в ближайшее время? Продаст. Являюсь учеником школы, мы с мужем купили старый дом, мы никак не решим отремонтировать или построить новый. Ремонтируйте, все получится. А карты когда выйдут ваши? После 1 марта. Скажите, пожалуйста, мы переселенцы из Донецка. Получится ли у нас полноценно переехать в другой город? Получится. Хочется узнать ваше мнение, влияют ли подсознательные установки на финансы, или это все надумано? Считаю, если вы хотите мое мнение, считаю, что это все надумано. Есть ли смысл, живя, ответил. Внесла, скажите, пожалуйста, встречали ли в этом году любимого мужчину? Встретите. Стал волос редкий, очень тонкий, редкий выпадает. Если что-то, чем можно восстановить. У нас есть препарат йод-селен, а также препарат тератозин и волосатик. Ученик второй ступени. Если близкий человек внутри родни годами плетет интриги, делает все, чтобы... Это вы сейчас что делаете? Вы сейчас делаете плохо себе. Вы критикуете человека, плетет интриги там и так далее. Поговорите с этим человеком, скажите, зачем ты интриги плетешь? Все перессорились, выгодно ли ему от этого, никакой, делает хуже только себе, побочный эффект для всей родни. Скажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы это прекратилось? Проходите ступени, я там даю обряд, который называется просад, это когда нужно дарить что-то человеку. Вообще хочу вам сказать, если это вас касается, придите и поговорите с этим человеком, скажите, зачем ты это делаешь? После этого окажется, что это делает не он один, что это, скорее всего, болезнь, которая болеет большинство людей, которые вас окружают. Это сплетня на сплетне, сплетню пускает, и после этого кого-то вот так омрачает. Дело в том, что человек обычно видит только объективно свою картину. Ведь вам кто-то рассказывает о том, что этот человек сплетни эти пускает. Тогда тот, кто рассказывает, вы его можете подозревать, что он говорит на того человека сплетню, чтобы вы думали, что он эту сплетню распространяет. У вас таких идей не появлялось? Ну, знаете, это такой сложный процесс, знаете, не бывает одного виновного, бывает виновных много. Помните, я вначале сегодня говорил, сначала эта онкология, она внедряется, после этого расширяется, а после этого начинает поражать. То есть вы сейчас просто рассказали как раз об этой ситуации. Кто-то внедрился в вашу жизнь, кто-то теперь пытается вас рассорить с близкими, и кто-то потом будет делать расширение. Подумайте, кому это необходимо. Не хочется оправдываться, с ангелом не общаюсь. Был ангелок, который кивал в знак благодарности на внесенные пожертвования. Понятно. Можно еще заключить договор на Бхалам. Послала вам письмо на почту, но ответа пока нет. Мы разошлем всем, не переживайте. Огромное вам спасибо, очень поучительный семейный вебинар. Большое спасибо. Мне 40 лет, была в браке, выйду еще замуж. В этом году нет, а вот на следующий год да. А для чего вы свечу зажигаете? Проходите ступени, я на них все рассказываю. У дочки опухает верхняя губа. Как можно это убрать? Сильно болит правая часть лица. Можно сделать медовый массаж, а также вот так йодом смазывать над духом. Здравствуйте, хотел узнать, когда будет посещение второй ступени. Если я успею, то в следующую пятницу проведу. Мы же в следующую пятницу еще не уезжаем. В следующую пятницу я проведу посвящение во вторую ступень, а также мы, скорее всего, проведем семинар, связанный с пеленками. А проведем семинар, связанный с пеленками? Проведем семинар с пеленками, вам нужно будет положить перед камерами пеленочки. Я могу дистанционно провести семинар по убиранию у вас абортированных детей, для того, чтобы вы в дальнейшем занимались эзотерикой. Поэтому на каждого ребенка по одной пеленочке, одной конфетке, одной погремушечке. Когда будет вебинар этот проходить, то перед этим все оплаченные обряды, мы за 10 или 20 минут проведем вот такой вот вебинар и смогу провести провод вот таких гневных духов. Умер очень близкий, любимый человек, тяжело очень. Как можно облегчить это состояние? Нужно закрыться в комнате, выключить свет и очень сильно плакать, так, чтобы не было никого. Еще ни с кем об этом не разговаривайте, вообще ни с кем не разговаривайте. Выйду ли я замуж в этом году? Живу с 2 детьми. Скорее всего, у вас получится. Имею честь быть вашей ученицей. Хочу переехать с дочкой и внучкой из Рима в городок у моря и перевести мое ателье туда же. Стоит ли это делать? Смело делайте. Суд у дочери перенесли на позже. Банк заберет дом за кредит. Спасибо.
Скорее всего, заберет. Скажите, пожалуйста, будет у меня собственная персональная квартира в Харькове? Скорее всего, будет. Смогу ли я зарабатывать на Таро? Скорее всего, сможете. Вот такой у нас получился великолепный и интересный вебинар. Ну что, мне бы хотелось дать вам сегодня какой-нибудь обряд дополнительно. Какой-нибудь обряд дополнительно. Сейчас я какой-нибудь обряд выберу и вам его дам. Давайте пишите, чему должен быть посвящен этот обряд. Пусть. Пусть. Чему должен быть посвящен этот обряд? Есть такая тайная практика, когда человек может выполнять данную тайную практику и может и выйти замуж, и стать более богатым человеком и так далее. Эта практика выполняется следующим образом. Сейчас я открою свой блокнотик. Человек должен представлять, будто над его головой он видит полумесяц. И когда видит полумесяц над своей головой, он должен на выдохе и на вдохе произносить слово «хав». «Хав». То есть он должен представлять полумесяц над головой, над ним солнышко, и там представлять хав. Для улучшения выполнения обряда нужно представлять перед глазами 3 белых сияющих звездочки. Для того, чтобы быть еще более успешным, на уровне левой ноги или правой ноги на бедре нужно представлять еще 3 белых сияющих звездочки. Если это выполнять каждый день 108 раз, то тогда становишься и очень успешным, и очень востребованным, а также получается и с работой, также растет материальное благополучие, женщины выходят замуж, мужчины женятся. С вами был Андрей Дуйко, большое спасибо. Сейчас я попробую выключить, здесь надо выключиться. Сейчас я выключусь. Слушай, я не могу выключиться. Сейчас.